Я тоже в игре маленько звуки поубавил, чтобы нормально слышно было. I found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Found yourself a way out of this small town. Got a place at school you didn't hang around. Every day you're far away, these streets don't feel the same. Everywhere is painted with your name. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed. Итак, всем добрый день. У нас сегодня в гостях. Сегодня в гостях у нас Миша. Добрались. Да, было дело. Неделю назад общались и поступило предложение. А почему бы и нет? Да, пожалуйста. Всем всегда рад. Добро пожаловать. Двери открыты. Специального гостя. Сделаем сейчас еще опрос. Забегаем и вперед. Я не знаю, может тебе камеру чуть побольше сделать, это окошко. Такое размером, как вот мое примерно вот здесь. Игра-то все равно там будет больше занимать место. Нормально? И тебя будет видно игру. Всем здравствуйте. Поздоровайся, что ли. Сейчас попробую. Здравствуйте. Всем привет. Думаю, слышно нормально. Да, из-за большой разницы во времени у нас, да, как бы вот эти вот часовые пояса. Во! Нормально. Уже лучше. Это камера отдельная или это камера, которая в ноутбук стоит? Отдельная. Ноутбук у меня там залеплена камера. Понятно. Вот теперь видно нормально. Теперь я здесь, там. Так вот, мне надо будет поворачиваться в ту сторону, чтобы как будто к тебе такой обращаюсь, так прикольно. Так. А на ютубе у меня у самого там вон значок. Блин, я сам там поставил камеру, ладно. Пойдет.
Итак, добрались. Превьюшку похоже, думаю. Если ты видел, если не видел, посмотришь Да. потом. Да-да, я уже маленько заметил, чуть-чуть. Сидит. Так, я тут уже кофе приготовил. Думал, опрос поставить насчет... где он? Здесь плюсик. Опрос. Ну. Опрос. Итак, ну вот, предлагал, пару раз спрашивал, наконец-то получилось. Надеюсь, быстро на работу не вызовут. Что, поговорить успеем хоть чуть-чуть. И это будет классно. Ну да, пока телефон. Пока этот... Да, телефон Пока в сторону. WhatsApp в телефоне. Выключаем в сторону. Не-не, он у меня постоянно на беззвуке. Просто если с работы что это, чтобы видно. Ну Потому да. что я там звуки как поставил, всегда отключены, они постоянно отключены. Здорово, Ярик. Здорово. Ладно. Первый есть в закреп. Всем добрый день уже. Теперь получается уже доброе утро. Поздно говорить, уже почти обед. У кого-то уже в сторону вечера идет. С нами сегодня вот медведь с пивом. Вот медведь, он за рулем. Я вот так буду поворачиваться, как раз в твою сторону смотреть клево будет. Он сейчас тоже трансляцию запустил. Я прям... Ну, чтоб не пропадало время. Да, и время не пропадает, у тебя будет на память тоже останется здесь. Поставил ссылочка в чат, что гоняется без меня. Заходи к нему, соединяйся. В игре, по крайней мере, вы можете играть. Я хотел с ним поговорить чуть-чуть. Нет, я не гоняюсь. Да, Сегодня... Потому что меня это не отвлекает. Любой разговор меня вообще не отвлекает. Я нормально вижу. И карты, я даже за рулем на машине, когда я езжу, могу смело болтать и по сторонам смотреть. Миша сегодня за рулем будет. Как, кстати, в чате кто находится уже сейчас, как вам звук? Как нас слышно? Кстати, я вот не спросил, спрашиваю теперь. Звук вроде бы, я не знаю, я вот включил, есть что-то. Да, мы включили, он у нас такой получается, он играет, и заодно можно будет вопросики позадавать, поотвечать. Ну и такая у нас на фоне игра будет, то есть Миша играет. Итак, как ты вообще до этого докатился, добрался? Я помню, несколько лет, ну не лет назад, годик назад как-то в Уфаде я тебя на стриме встретил, когда ты был там с резидентом Серегой, еще с кем-то там, вы втроем-вчетвером зашли к нему. И вот ты здесь. Да, я вечером зайду. Ладно, вечером Тимур будет. Окей, понял. Все. Хорошо, Тимур. Заметан. Вечером погоняем. Если время будет, я вечером опять сделаем втроем коробчик. Как докатился до такого, начал стримы. Рассказывай помаленьку всего о себе, чуть-чуть. Ну, все мы начинали с этой программы Fraps. Сначала просто записывал видосики, выкладывал. Да. Потом друг посоветовал купить карту видеозахвата. Угу. Купил. Попользовался где-то с полгодика. Да. Карта... карта захвата. Понял. Авермедиа. Потом сыграл свадьбу, не до компьютера вообще было. Да. Развелся, обратно вернулся к каналу и... И погнали. Да, и потом уже начал это в основном стримить, потому что это Авермедиа шла лицензия Xsplit, и пока он не обновленный был, в нем было удобно пользоваться. Угу. Запускал программу, там была это прям оверлей в игре. Он уже полностью все настраивал, оставалось только нажать кнопочку начать стримить. Да. Я нажимал стримить, и она автоматом рассылала по ютубу эти предупреждения, что канал начал стримить. А в ВБС такой даже до сих пор штуки нету. Там надо как-то заблаговременно все создавать, чтобы
этому времени начать стримить. Но мне так не получается. Да, там под настройкам есть такое чуть-чуть. Да, мне проще, если я захотел играть, я запустил, сразу играю и стримлю. Ну, А класс. те, которые игры по техническим проблемам из-за моего компьютера Не тянут? не тянут, мне приходится сначала поиграть, записать, как я поиграл, Да. а потом уже выкладывать видео. Кстати, смотри, я не успел даже начать толком тебя спрашивать. Спасибо, Тимыч, за вопрос. Очень рад. Пишите вопросы, кому что интересно. А гостю всегда пускай отвечает. На то он и гость. Ему, конечно же, вопросы. Итак, Тим Candy Games. Знаешь этого нашего молодого человека. Он тоже уже в гостях был здесь. Пишет, развелся? Спрашивает. Спроси, алименты больно не бьют? А вот вопрос. Детей нет. Детей нет, значит, не бьют. Это, короче, еще как бы не успел сделать, уже, ну, успел развестись, да, потому что обычно наоборот, то есть не успели этот раз, детей сделали, а потом развод, тогда, конечно же, ну, платите, да. Ну, тут получается как? Мы с коллегой вместе работаем. Он нашел девушку. В ней была подруга, но он нас вместе свел, познакомил. И понеслась. И в итоге он год прожил, я год прожил. У него дочка появилась, но он развелся. А у меня получилось так же. Я развелся, но детей не появилось. Ну да, это, получается, если у тебя вот как раз таки дети есть, то вот эти вот алименты там считаю, да, чтобы платил, это как раз... Только что маленько по-другому получилось. Она его бросила и оставила ребенка ему. Даже такое бывает? Да, даже такое бывает. Ну, видишь как, прикольно. Да, то еще себе, конечно, занятие. Слышал о тебе как-то мимолетом, что уже не первый раз у тебя была жена. Да, то есть уже несколько раз у тебя, получается, ну, официально... Нет, женат был один раз, официально. А другие были так, как, ну, как подруга, да? Так, да. Понятно. Что-то во мне не понравилось, что-то мне не понравилось, и разбежались. Ну да, бывает такое, не сошлись мнениями, поехали. Да, Ладно, да. не будем сегодня о грустном. Мне больше хотелось бы, конечно, поговорить вот о твоей библиотеке. Я бы сказал, по-другому это не назвать. В моем каком-то мировоззрении ты даже, я бы сказал, коллекционер. Сколько у тебя игр на компьютер? Вот получается... Правильно? Сколько после... у тебя суммарно игр на компьютер? Суммарно, если абсолютно все пересчитать, то будет где-то 800 с копейками. Просто после развода я сначала пил пиво литров так по 18-20 в день. Потом меня друг утянул в игрушку одну. И после этой игрушки я начал покупать игры и играть в игры. Ну да, столько литров в день пива пить долго, как бы, ну, организм когда-нибудь скажет тебе, ну, может, хватит, Я да? сибиряк, Тимыч. Новосибирск. Кстати, да, вот, бедная девочка, так он живет с дочкой, получается. Друг живет с дочкой, да. Да, друга с дочкой. А медведь наш... в одиноком плавании. Живет, да, вроде, да, капитан в свободном плавании, короче. Тут кого не спрашиваю, все разводятся с каждым годом, число счастливых браков уменьшается. Но, Тимыч, на статистику не смотри, тебе нужно найти свою половинку, то есть я свою нашел, как бы, ну, ты бери пример с меня. Вот, сколько лет вместе? Медведь, а ты откуда? Так, медведь сказал, что он в Сибири. У нас из-за чего проблемка такая, я рано утром не могу, вдруг ему там на работу, что теперь получается, я там, у меня только завтрак был недавно, у Миши уже получается скоро ужин будет в ту сторону, да, у нас сколько получится? Без 15 5 будет час. Да, у нас 5 часов разница сейчас,
через 2 месяца у нас будет 6 часов разницы в зимнее время, да, то есть у нас-то время переводят. Да, нас уже не переводят. Да, в России, Казахстан не переводят уже давно, и как бы, но этим самым, получается, вот у некоторые часовые пояса тяжело, то есть, да, вот так вот сойтись, встретиться, да, а медведь с пивом живет. Медведь с пивом живет, питается. Пиво было, как я понял, вместо кофе чая, но сейчас все-таки канал названия осталось. Я думаю, меньше уже пива употребляешь, да? Сколько? Ну, сейчас только по пятницам. Больше за рулем? Потому что шорты видел, ты По- даже за рулем ездил там на автомобиле, то есть... Да, нет, за рулем я на даче. Ой, в шортах только на даче. А так, Мгм. в основном в штанцах. Супер. Видишь, у медведя чувство юмора еще есть, ё-моё. Так, понятно все. Дачный сезон. Ну, дачный сезон, в принципе-то, еще не закончился, да? Не, дачный нет. Еще сколько? Недель 5-6? Рабочий сезон не дает на дачу съездить. Ё-моё. Ну, хотя на дачу, ну, как бы надо, если Ну, там жара поливать. На там дачу-то как-то, надо. У меня там пока ничего не посажено. Просто наш непосредственный руководитель сказал так: вы знали, куда идете, ни дач, ни этих, ни отгулов, ничего такого прочего вам не положено. И ну. тут я Изверг ему, какой-то. ему сказал одно, это я говорю, это не я к вам пришел, это вы ко мне устроились, так как я в одной организации больше 23 лет. А он только пришел на днях, да? Ну, лет 16 уже назад как пришел. Ну, ты больше, Просто- получается. Ты больше в этой организации, чем он. Да, просто он это на наших спинах на новую должность поднялся. Нормально, слушай. Этот год пропускаем дачу, пишет Тимур. Да, я бы с удовольствием, в принципе, тоже бы вот дачными какими-то делами занялся. Если будет когда-нибудь такая возможность, вы обязательно это тоже увидите. Ну вот у человека, видите, есть дача, но работа не всегда позволяет, да, то есть было... В этом году я дачу восстанавливаю, так как я там давно не был, там и крыша исхудала. вот и этот домик, маленькая, ремонт домика, да, вот это все. Да. Домик у тебя есть прям дачный, да? Да. Большой это такой участок, ну, я имею в виду, я не знаю, сколько там метров или квадратных метров, как-то в сотках считается же, да? Да, в сотках. Ну, там получается 6, то ли 10, то ли 8 соток. Ну, нормально, это же как лично твоя, да, она, или как она, как она Ну там да. считается? Ну, почти моя. Нас разделено на троих, так как мама не стала, и я маму не послушал в свое время, М. ничего не разменял, поэтому у нас и квартира на троих, и дача на троих. Ну, что такое, а? Играешь на клавик? Need for Speed? Геймпад. Ты на геймпаде играешь Need for Speed? Да. Блин, есть слово такое, читер. Я Ну. думал, ты на клаве, мы тут на клаве играем, пальцы у меня уже в этот... Да я могу и на клавиатуре, мне без разницы. Мне отдали руль Defender Corsa играть. Вот на О. руле, вот на руле я вообще не умею. На руле это круто. Я раза 3 играл в своей жизни с рулем, именно что прям в компьютерную игру. И это непросто. Формула-1, Гран-туризмо, и как третья игра, я даже не помню. Попробуй как-нибудь, вот это вот такой перформанс особенный. А если дачу пропустил, хотя бы надо где-то искупаться в речке или в море. Ну, моря в Новосибирске нет, но речка там есть же. Я на дачу приезжаю, в родник хожу. Там потому что бегут ключи. Вода свежая, холодненькая такая, да? Свежая, холодненькая, там постоянно, когда на дачу приезжаю, я постоянно и воду набираю, и там это Да. маленько так, как получается. Но плавать я не умею, поэтому так, поплюхкаюсь и все. Круто. Вон, смотри, он искупался, круто. Я не слышу... не, я не слышу Клава. Да, он клавиатуру не слышит. Понятное дело, он сидит, у него там джойстик, Да. наверное, от Xbox или от PlayStation, соединил с компьютером, или как она работает? Спидлинк. Ну, Джойстик, спидлинк. мгм. Ну вот видишь как.
Ну, По в принципе, Bluetooth, ну, джойстик, джойстик. Я вот тоже играю PlayStation Midnight Club включил, или Need for Speed, или Driver San это Francisco. застанется. Ну, давай. Тоже все на джойстике, как бы привыкаешь со временем, да, то есть поначалу кажется, я также раньше играл на джойстике PlayStation 1, потом взял компьютер, и на компьютере, когда сказали мне, вот клавиатура, в ней тебе надо играть в гонки, я тоже смотрел, типа, как так? Прошло 3 дня, и мне джойстик не нужен был. Это все, мне кажется, дело привычки, как думаешь? Алло. Чего? Сосредоточился. Я говорю, дело все это привычки, Да. то есть клавиатура или джойстик. Если бы ты Да, это... играл бы изначально сейчас только вот на клаве, ну, тебе не надо было бы джойстика, какой-то потребности нет такой, да? Ну да. Это к чему привыкаешь, на том потом и долго сидишь играешь. Да, Тимыч, я видел, что ты геймпад взял, контент мы видели, но я его еще не посмотрел, честно. Как посмотрю, только потом напишу комментарий. Может попробовать сегодня вечером? Да, попробуем, конечно, сегодня вечером. Как время будет? Я буду вас ждать. У Миши уже, наверное, опять будет глубокая ночь, у нас большая разница во времени. У нас-то с Kia Games одинаковый часовой пояс, да, то есть сколько времени у меня, столько у него. Я сегодня утром хорошо поспал, так что могу и до утра посидеть. Ну, посмотрим. Я сейчас вам ничего заранее обещать не буду. Сейчас мы после стрима пойдем с семьей поиграть. И нормально будет. В гонке на паде просто. А вот другие игры пока сложновато. Нет, я вот сложновато. Я играл в Battlefield, играл в Call of Duty на геймпаде. Слушай, это тоже мне надо было всего лишь часик, а то и меньше, смотря какая игра. И я играл спокойно. Вот, Миш, тебе вопрос такой. Ты вот на геймпаде играл в Call of Duty? Не-не-не-не-не. Почему? Неудобно. Ну, я говорю, привыкаю. Ну, попробовал. Драйва Midnight играется в 2023. Midnight Club играется вот так в 2023. Обалденная игра. Ребята, я включил стрим. Вы не представляете, сколько мне пришло авторских прав, такой список, как будто закупаться в магазине, такой наш список, прям одна песня, вторая, третья. Я, наверное, в следующий раз там музыку выключу, вообще включу свою музыку. Я тот человек, который гонки только на клаве может, а шутан на джойстике. Тимыч все наоборот, на клаве гонки, шуты на Я джойстике. прочитал, да. Тоже В каком вариант. Ну, море, Тим? ну, как привык. Каспийская у него там вообще красота. Тиму уже реклама сделал на свой регион. Поедем как-нибудь к нему в гости обязательно. Мне на паде надо привыкнуть. Ого, круто. Да, на геймпаде это такая штука, знаете, я не знаю, как у вас, вот, допустим, если долго играешь, конечно же, там в плойку или в Xbox, как бы привыкается. Опять же, вот эти вот Засранцы, а. универсальные джойстики, они сейчас очень много стали делать копии PlayStation. Соответственно, я думаю, если ты на плойке когда-то играл, тебе не составит особого труда. Но если ты играешь 10 лет только на компьютере, тогда будет, конечно же, поначалу тяжело. Жесть, как вы стреляете на паде? Очень просто, Тимур. Там есть, иногда ты делаешь как в мануале джойстиком прицел, а иногда есть кнопка, которую ты нажимаешь, и у тебя автоматически прицел настраивается, только тебе надо на X нажал, чтобы пуля полетела, да, и все, в принципе. Это все очень Не-не-не. просто. Смотря, это зависит, во-первых, это зависит изначально от игры. Потом зависит от того, как ты сам привыкаешь к настройке и так далее, да. Но я думаю, все-таки возможность есть. Конечно же, если ты там какую-нибудь игру попроще взял на геймпаде, пойдет. Гонки, понятное дело, в гонках у тебя тоже 3 набора настроек кнопок есть, да. Где-то у тебя вот этими штучками Six-As, вот этот контроллер на PlayStation, допустим, да, ими надо там поворачивать или газовать, или тормозить. Есть, где у тебя нижние кнопки, там R2, там L2. Но это привыкать надо все. Ну, автоприцел — это читы. Это не чит, ну, так есть. Но есть, конечно же, и без авто, но это уже сложнее. Но с другой стороны, конечно же, там мышка, если чувствительность ты настраиваешь, я думаю, будет получше. Хотя у Миши в последнее время больше гонок идет, но время от времени играет тоже вот в такие шутеры, да. А раньше, помню, ты часами в выживалке сидел, играл. Было дело. Да, было. Ну, усидчивость сильно нужна, слушай. Вот тебе как вообще вот по 14 часов вот так вот? Да, нормально, привычно.
Я просто, не знаю, у меня уже там 5-6 часов проходит, думаю, что все, хватит, короче, глаза квадратные. Видел реально, когда Миша там проходил, там сколько, 16-17 часов тебе. 17 часов 52 минуты. Это рекорд, да, был твой, в принципе? Да. У меня 7 часов 14 минут или 12, а у тебя на 10 часов больше. 17 часов вот так вот за раз. То есть, можно сказать, проснулся, 17 часов и опять спать пошел, да? Ну, почти. Обалдеть просто. Я просто... Если бы мне надо было не идти получать заказ на почту, я бы и дольше просидел. По 14 часов стрима. Да, у него был максимальный по времени стрим 17 часов с лишним. Это прям дичь. Это я даже помню, как-то я встретил. Я тут на ютубе только начинал еще. Но я помню, что было такое. Мой рекорд 7 часов стрима. Да, у меня тоже рекорд 7 часов там. И то это, была не гонка, не шутер, а это Among Us. Там мы в коопе, помнишь, что играли все толпой? Да-да-да, помню. Парагос было. и Resident Games, и Love Games, это, да, и кого там только не было. Все свои были, да, я имею в виду. Вот этот прям, мне кажется, этот самый рекорд был, и все. Потом я делал там стримы по 5 часов, по 6 часов. Ну, это уже, да. Как раз в том году это было тяжеловато. Кстати, у тебя вот вопросик такой. Есть опять вот в ближайшее будущее настроение именно, чтобы Among запустить? Да. Все, понял. Буду знать. Я его каждый раз обновляю на всякий случай, вдруг что. Да, я тоже. Вот, кстати, да, он последний год столько обновлений на него, если честно, бывает. Слава богу, они небольшие по размерам, но они были. Я уже даже так, если сейчас включить быстренько Among Us, я уже не помню, как там чего делается, потому что уже давно очень не играл в него. Но это все, я думаю, минут за 10 восстановится. По 10 часов Pro Street. Это было давно, и не стрим, не запись. А в GTA 5 финалил. GTA 5 на 7 часов финал. Ничего себе. Миша играл в GTA 5? Да. Есть в коллекции. У меня тоже Еще ни разу полностью не прошел. Да ладно. Я уже успел. Я и GTA 4 проходил несколько раз. Мне интересно была концовка, когда Я, по-другому получается, перебил маленько. Не говори. Когда появилась GTA 5, я ее брал по предзаказу. Мне еще в комплекте дали GTA San Andreas, которую мне пришлось искать кому запихать, потому что на тот момент у меня все уже части были. Да. Я взял игру, залез в карьеру, шел на полностью 100% прохождение, где-то процентов 50 уже было. Да. Ну, я полностью все, что находил, все брал, все это проходил. И тут друг покупает игру, не по предзаказу, когда она уже появилась в Steam. Да. И он идет не в карьеру, как я, а пошел в онлайн. Ему там понравилось. А время было суббота, он меня цепляет, ну, говорит, помоги мне там, у тебя же хорошо получается, помоги. Да. Он меня цепляет, я ухожу вместе с ним в онлайн, в итоге я звоню мастеру, я заболел, я не на работу, но не приду, звоню знакомой маминой, говорю, мне нужен больничный на неделю. Мол, спину прихватило, она мне пишет, я целую неделю из онлайна не выползаю. Скорешился там, как они там, какой-то немецкой командой. Да. Мы эти все задания, которые там банк, ограбление, вот это все раз по 40, наверное, проходили. Вот они сидели, и я сижу. Они видят, что я типа русским, напишут там что-нибудь, я не понимаю. Напиши им, гуд, дальше играем. И все, мы так всю неделю играли. А потом, как появились читеры, я забил на GTA-шку. Так, иногда заползаю свои любимые миссии поделать, и все. Я прошел. Был, конечно, поначалу я не понимал чуть-чуть, но потом, когда уже понял, был в восторге. В принципе, там самого сюжета-то немного, как я считаю. Да, сюжета немного. Единственное, что если ты выбираешь разные ситуации, разные ответы, как-то по-другому ограбление делаешь и так далее, то будет интересно. Привет! Вместе, Олег, хорошее вещание, настроение, Миша, крутой гонщик. Dark Fox, привет! Блин, Саня, давно не Привет, виделись. Dark Fox. Здравствуй. Как делишки?
как у вас там погода? Да, приветствую. Да, всем привет, всем здравствуйте, кто зашел в столь раннее или позднее время в воскресенье, но думаю, не так уж и поздно, как бы день. Конечно, если у кого хорошая погода, лучше не сидите за компьютером, идите на улицу, прогуляйтесь, загорайте и так далее и тому подобное. Это всегда полезно для организма, потому что будет зима, будем сидеть тут сутками напролет, коопить и так далее и тому подобное, проходить какие-то игрушки. Что у тебя на ближайшее будущее? Какие планы по каналу, по контенту? Может быть, хочешь какую-то игрушку пройти, которую еще никогда не играл, вот с нами здесь не показывал? Есть такое? Есть, у меня много игр есть. Да, много игр есть, но есть какая-нибудь такая игра, что прям вот все, что типа вот сказал бы, я вот пройду ее сейчас на стримчике, вам покажу только на стриме, или, допустим, наоборот, не буду ее проходить, я не знаю. 35-40 градусов, вода соленая, холодная, пляж. А, понятно, точно. Море соленая, вода там типа море, океан. Какую игру какую скажешь, допустим, что вот пройду на стрим или наоборот, не буду ее включать? Давай. Не, пройти надо обязательно. Выживалок много. Каждое надо пройти. А только в одной начинал играть. Раст у тебя был, да, вот это? Или как Это у там? меня. Нет, Я как это играл называлось? в Икарус. Да, Икарус, во-во-во, там же строишь, бегаешь, все вот это вот. Да. Но она такая, я смотрел, вот кто играли, вот этот Икарус, там, знаешь, такое ощущение, что в этой игре конца нет вообще, она не закончится никогда. Да, в ней нету конца. Это надо выбирать такую игру, которая есть и начало, и финиш. Ну вот Need for Speed уже 3 раза прошел, нормально. Dark Fox проектов много. Это хорошо, когда проекты есть, времени на них не хватает. А у которых времени много есть, у них проектов нет. Все наоборот, да? Заметили такое? Да. Вот Миша тоже со временем работа занимается, игр много, хоть охота поиграть в это и в это, но постоянно времени не хватает. Ну, прям такую игру, допустим, вот где вот сюжет есть небольшой, часов на 5-10, чтоб ты прям включил и прошел с начала до конца. Это надо смотреть, выбирать и потом уже играть. GTA Можно, 4. конечно, но если только с модами, так мне уже машины приелись, которые там находятся. Ну да. Да и GTA 5 также с модами. Это надо что-то другое Не смотреть. хочешь без модов в оригинале? В оригинале уже подприелось все уже как-то это. Каждую машину знаешь наизусть, уже знаешь, что угнать, что пригнать. Угу. Это да. Я, конечно, уже в GTA 4 давно не играл. Думаю, сейчас, если начну, забуду. Я не помню, где что-то не стоит. Я очень давно ее проходил. Она у меня тоже была когда-то новая, прям абсолютно. Взял и поехали. Ну а что, кроме этого, есть еще какие-нибудь планы, кроме игр? Что бы ты хотел на канале поменять в ближайшее будущее или наоборот? Усилить где-то на каком-то моменте? Ну, надо будет шапку новую изготавливать Мгм. на канал. Научиться пользоваться Мовави. Ну, в Малавии без проблем. Знаешь, к кому обратиться. А если тебе есть вопросы, можешь всегда мне писать. И я тебе скину какие-нибудь там скрины без проблем. Или помогу также. На прямой трансляции можно посидеть, пообщаться, показать. Это все очень просто. Очень простая программа, из-за этого я ей пользуюсь. Ну это да. Если ты сейчас скажешь мне в премьере будешь работать, то извините сразу. До свидания. Премьер очень Не, у такая. меня стимовские версии Мовави 2 или 3 штуки есть. Мгм. Лицензия, так что нормально все. Да, там даже в самом простом формате уже как бы ты далеко уходишь. Можешь сам какие-то эффекты состряпать, переходы. Прикольно. Это хорошо. Ну, то есть, и раз Малави, думаю, будешь все-таки в будущем какой-то контент записывать, что прям, ну, для монтажа, да? Да. Или монтировать Да. то, что ты уже проходил, допустим.
Это я хочу сделать... Вырезать пару шортиков из некоторых видео. Да. И хочу попробовать сделать то видео, где ты едешь, а я из-под моста вылетаю. А у меня же этот шорт есть уже. Ты же можешь тоже так шорт это сделать себе на канал. Тебя... Я хочу совместить твое видео с моим видео. И как бы я еду по своей дороге, ты Да. рядом едешь. Да. И я выпрыгиваю рядом с тобой, и это... Тебя-то просто как... Я выпрыгиваю из-под моста, и все, ты поехал. А у тебя... Я хочу часть своего видео и часть твоего вместе соединить. Угу. Два видео в одном. А, так даже? Ну, Да. тоже можно, слушай. Попробуйте играть Forza Horizon 4 или 5, они реалистичнее Need for Speed. Да. Там мотор открывать можно. Да, у меня где-то была, они вот эти Forza, блин, до того много места занимают на компьютере. Я не знал, ну, когда узнал, прям уж 60 гигов. 92 там, что ли. У меня какая-то есть, или 5 или 4, я сейчас не У знаю. меня лицензия 3, 4, 5. Ого, но они реально большие, да. У меня вот одна где-то была, я сейчас точно не знаю где, но по-любому посмотрим. Машины крутые, недавно Bugatti Chiron купил в игре. Ну, Bugatti Chiron это уже... А, это получается в Horizon 3 я поиграл маленько. Она мне бесплатная Ой, досталась. Как Потом тебе? нормально. Потом я приобрел 4-ю часть. Да. Начал играть. Там мне понравилась машина. Этот Дубас, ну, моя любимая машина из GTA 5. 6х6 Дубаста, это гелик 6х6. Но я ее хотел приобрести в 4-м Horizon. Мучился, а она все-таки, ё-моё, там недешево стоит. Ну да, пока ты именно сумму заработаешь на этой машине. Да. Окей. А тут выходит Horizon 5, и на нее скидочка. Я ее покупаю, и там, блин, оказывается, есть такая штука, что можно любую машину купить бесплатно. Одну. И С этого места и я- поподробней. я, оказывается, просто-напросто беру да покупаю этот гелик 6х6. Бесплатно. Бесплатный купон на покупку любой машины. Ага. Все, и у меня теперь в одной части он точно есть. Я иногда так на нем катаюсь. А в основном у меня полноприводники там. Ну, это любимая марка машины Mitsubishi Lancer Evo X10 Да. и Skyline R34. Угу. Это самые любимые машины из NFS Shift 1, Shift 2. Окей. А так, по графике, по открытости мира, Horizon нормальная игра. Ну, я Только наблюдал за что- этой игрой, когда там тоже смотрел насчет того, что можно кооп проходить там, да. И, в принципе, большой реально выбор такой автомобилей, реалистично все тогда. Интересно. Ну, блин. Хотел кое-что сделать, ладно, не работает, потом попозже. У меня Да. только что там не получалось, это когда друзья приглашают поиграть вместе с ними. Да. Приходит приглашение и не срабатывает. Мгм. Получается, они играют, у них и в друзьях есть, и могу к ним зайти, но не работает вот эта ссылка сама, что это с ними поиграть не получается. Да. Интересно. Зато, но она же у тебя лицензия-то есть или нет? Да, лицензия. Потому что я смотрел там, то есть там по 5, по 6 человек играют кооп одновременно. Да, в по этом. 6, по 8, по-моему, даже. Но даже если в пятером, это уже круто. Ну, то есть мы тут втроем
еле-еле, но получилось. Первый раз стартанули. Я думаю, нам в следующий раз будет попроще уже подсоединиться. Надеюсь, что ты сильно. Ну, в принципе, да, Horizon такая тема. Почему бы и нет? Нужно попробовать. Блин, муха какая-то летает. Нужно будет попробовать. Да, реалистичная тачка — это круто. Потому что там я смотрел, и ралли есть, и кастомы какие-то, и гоночные машины, и джипы, да, то есть на любой вкус и цвет. Да. Вот оттуда, конечно же, и есть размер вот этой большой игры. Это да. У тебя завтра на работу тоже надо, или завтра выходной все-таки? На работу. Тоже на работу. На Не, у которой- тебя выходной когда? В октябре был, да? 16 октября по 17 ноября. Обалдеть. Там 35 дней. там уже ближе к зиме пойдет, да? Да. В октябре. Я что-то вот на этот год решил сместить маленько. То надоело с ноября по декабрь ходить. Все 4 время, года подряд. всё время одно и то же, да? Да. Ну, только что полный отпуск не дают. Из-за специфики работы. Ну, а летом А вот как раз когда- 2 недельки, когда тепло, да? Да. А летом дают только 2 недели. Да, Ну, я летом иногда пользуюсь хитростью. М, Беру больничный и все. м. В этом году что-то провафлил, не стал пока еще больничный брать. Да, и лето такое, я не знаю, у нас погода до того переменчивая. Непонятно абсолютно ничего. Что такое? Да, тут неделю дожди лили прям, но надоело вообще. Здоровочи, ребята, привет. Всем добрый день. Снег, здравствуй. Да, удивил меня консоль. У нас тут Снег Геймс, у меня тоже уже был здесь. И Привет, Чик Суперстар. Чикс, Чикс. Консоль сгорела у Снега. Блин, я чуть-чуть удивился. Ёлки-палки. Прям, да, маленькая портативная консоль и не выдержала нагрузки. Здоровьте. Ну что ж вы как... что вы как родные? Вы есть как родные, ё-моё. Сибиряки. Сидим спокойненько, разговариваем тут. Задавайте вопросы, кому что интересно. Миша летит на финиш. Снег, привет. Да, Привет, Снег. всем добрый день, доброго времени суток. У кого обед, у кого уже ужин после обеда. Всем здравствуйте. Надеюсь, все позавтракали, все набрались сил и вперед. Лис, привет, Снег соболезную. Да, у него... Кто не видел видос последний, зайдите, посмотрите и поймете, что вам эту консоль покупать не стоит. Деньги на ветер, может загореться. Здоровки всем, как вы? Потихоньку, помаленьку. Идеально. Дни пролетают, да, тут у кого-то отпуск будет, у кого-то уже закончился. Потихоньку двигаемся вот в сторону понедельника, сидим, пообщаемся, пока время есть. Вон, у кого-то 40 градусов жары, сидит там, парится. Александр, ё-моё, кремом машься, не забывай, чтоб не сгорел. Медведь, почему именно гонки? Как жанр в играх? Жанр, да мне все нравится, кроме ужастиков. Хорроры это не мое, я Doom пройти не могу, третий, ё-моё. Ага. А, кстати, да, почему гонки? А Resident Evil играл? Страшно. Вот. И я так и подумал. Не, ну у меня... я не побоялся этой игры, но... Это вообще не моя тема, но надо будет пройти. Уже обещаю, больше года надо будет пройти. Есть такие штучки. Ну ты, то есть Ну. ты сказал все, нет, это не для меня. Отстаньте с меня своим резидентом, ну вас банят. Да, то, что резиденты и таких игр касается, это страшно. А гонки у меня из-за того, что в детстве кто-то, может, мечтал стать космонавтом, кто-то там еще кем-то. У меня заветная мечта была стать гонщиком Формулы-1. Клево. Ну ты в курсе, да, там этим пиво сильно топить нельзя. Ну, как бы... Да и это... Тогда вообще пиво пить нельзя было. Я не знал, что такое пиво. Ну, как во вкус вошел, все. Блин. Как говорится, все мы начинали с Буратино. Да. Это да.
Буратино, колокольчик. Тархун. Загорелый. Это Да. как шоколадка загорелая зато. Простите за мой русский, он хромает. Все нормально, мы все тут хромаем, все мы не русские. Только один Миша, он сибиряк, он. Хотя нет, Чеканок, он тоже он. Москвич. А мы Жигули. Dark Fox Португалии. Снег тоже здесь в Германии живет. Снег Геймс. Был у него на Ягах, где он живет в тех краях. Очень красиво. Очень. Все отлично. Все отлично. Пишите, у кого есть личный вопрос, может быть, вас интересует какая-то личная информация о Мише, пишите в чат. Пускай отвечает. Но я не загорелый. Солнце очень сильное, а я белый. В смысле, у тебя солнце сильное, а ты белый? Я вообще хромой. Да, у него там хромосомы одного не хватает. Даже защитный крем 50 не помогает. Обалдеть. А мне, кстати, пришлось, да, вот в отпуске крем 50 брать, 30 крем не помогал. Все супер. Все отлично. Миша, все отлично. У вас, кстати, Все замечательно. сейчас в Новосибирске там как погода-то? Вчера целый день дождь лил. Слушай, ну то же самое, что у нас. У меня вчера, наверное, раз 50 погода. Так, солнце, дождь, солнце, Начальник вчера хотел копать. Очень сильно жаждал покопать. дождь. Да. Сначала один трактор специально сломался, потом второй трактор специально сломался. Но потом все-таки он нашел спецтехнику, приехали, посмотрели. Который не Выезд ломается. с утра один. Там это, как его... Машины мешаются во дворе, да и из-за дождя грунт намокнет, может кого-то завалить. Ну, мы не стали ничего копать. Обалдеть. Хотел, короче, начальник вас работой нагрузить, Да. но у него ничего не получилось. Да. И поэтому даже и сегодня нас отпустили. Ну, что это? На сегодня отбой. Мы сегодня отдыхаем. Но могут вызвать. Если что, Да. это случится. Ну вот, конечно, да, вот у меня были тоже у некоторых товарищей такие профессии, работенка такая была, где они именно вот как вот у тебя, чтобы ты сидел и телефон у тебя, да, соответственно, ну не по вызову, а именно вот как вот горячая линия, если что-то вот прям где-то вот загорелось, прорвало и так далее, утечка, то, блин, бегом, да, то есть получается, у тебя сейчас такая же тема, даже в воскресенье, выходной как бы, тебе могут в любое время сказать, все, выезжай, тебе надо все бросать и вперед. Да? Ну вот на прошлых выходных два коллеги поделились. Один дежурил в субботу, второй дежурил в воскресенье. Ему он помог, вышел в субботу, так как первый коллега новенький, и он полностью участок не знает. Да, Он вышел, мог устранить да. дефект и домой ушел. На следующий день была жалоба, ЦТП вставала, там не хватало теплоносителя на прогрев. Угу. И ему написали то, что сегодня запускаться не будем в воскресенье, будем раскручиваться в понедельник. Он собирается, едет на дачу. Да, Там траву покосить, так как давно он не был. да, да. Только приехал, только открыл ворота, звонят, нужны параметры ЦТП. Он, естественно, перематерился, И да. ворота закрывает и едет обратно в город запускать ЦТП. С такой работой вся нервная система к черту. Постоянно на нервах вот этот стресс. Да уж. Ни выходных, ни отпуск. Нам надо выходной делать, телефон выключать, все, меня нет, да? Да, тут некоторых даже, если вот получается, так, раз, два, три, 4, где-то 3-4 года назад была это ПНС. Ну, там большая насосная станция для отдельного района, которая питает отоплением, горячей водой дома.
Они, получается, там работало, и что-то бахнуло, взорвалось. Начали обзванивать водителей грузовых автомобилей, чтобы привезти туда помпу, антижанец, откачать, определиться. М. А у всех пятница, выходной, кто-то выпил, кто-то на дачу уехал, кто-то в деревню уехал. Некоторые из коллективов начали, да вот у меня есть прицеп на машину, я могу сам привезти. Да. Вот начали кто как свозить оборудование туда на Кто на что устранение гораздо. дефекта. Да. Обалдеть. Ну и меня вызвонили. Но я, не рискуя машиной, я пошел пешком, потому что в этот момент я выпил 2 бутылки коньяка и 8 литров пива. Мгм. Я на работу пришел, на них стою, смотрю, улыблюсь. Мастер, а ты чё пришел? Я говорю, ну сам позвонил, попросил прийти, я пришел. Так скажи, я на день рождения был, да? Привет. Не, на каком день рождения? Ну, Просто так сказать надо, что домой Ну тебя да. опять отправили. Ну, так же не делают. А потом еще хитро, знаешь, типа позовут, скажут, типа, за то, что ты в алкогольном этом был под градусом еще с работы, чтобы уволить, знаешь, повод. так я еще лучше всех держался. А то есть Еще коллеги умные, были. умные советы давал. Даже руководство стояло. Еще грамоту потом получил. Фига себе. А кто-то в таком же состоянии, блин, наоборот, по шапке получил. Ну, видишь как. Это у меня случай был на работе. Забирают меня ночью с дома, я, ну, грубо говоря, в таком же состоянии. Да. Мне надо аварийщикам показать, где отключается, Мгм. чтобы устранить дефект. Да. Там как раз уже раскопали. Труба 57 идет. Показываю, где отключаться, как что делать. И все, стою, шатаюсь. Мне надо по малой нужде отойти. Выбираю краем глаза, куда отойти. М. Ухожу. Чувствую, завелся газончик. Этот, как он? Автобус. ГАЗ. Переоборудованный в аварийку. Я говорю, ну думаю, куда-то что-то поехал. Стою, делаю дело. А этот автобус. Раньше же фары не поворачивались. М. Он взял, переехал, и мне светит, чтобы мне было видно, куда я писаю. М. Я пописал, он переехал, занял место, чтобы освещать мужикам, как они трубу варят. Мгм. В общем, они все сделали, меня обратно до дома привезли, высадили. А в понедельник нормально на работу пошел. А это где-то с субботы на воскресенье было. Раз вообще взяли, увезли, черт знает куда, спрашивают, где здесь отключаться. Я говорю, мужики, все хорошо, но это не мой участок. Мгм. Нет, посмеялись, понятно, увезли к дому. М. Приехал, говорит, я вас не знаю, вы меня не видели. Да-да-да. Ну что, бывает и такое, слушай. Ну, Dark Fox у меня бзик на Asus. Все Asus. Монитор Asus. Материнская плата Asus. Видеокарта Asus. Ноутбук Asus. Ну, а видишь, говорят, качество, но нет, все. DVD-плеер в корпусе Asus. 2 телефона Asus. О, у тебя даже телефон Asus. Да. Ну, Первые... Все равно там же Android этот стоит, да? Да. Оперативная система, какая разница. В наше время ты возьми хоть Samsung, хоть Asus, хоть Motorola, хоть все равно Nokia, везде Android стоит, какая разница. Только яблоко. А эти, те же Android система одна. Раньше еще Nokia как-то пробовали Windows мобильную ставили систему, потом Windows мобильная была оперативка отдельно от всех. Такая полная фигня получалась у них, слушай. Да. Вот Windows мобильный телефон я попробовал, Windows таблет, вот этот Portable. Никому не советую, не покупайте. Деньги на ветер. Страшно очень. Ну, деньги я с них получу. Снег, в том-то и дело. 3 раза на ремонт сдаешь в Германии, деньги тебе выворачивают. Ну, ты в курсе. Ты уже часто вещи сдавал назад.
Все работает, все качественное пока что. Но раньше у меня тоже все от MSI было. Я насчет этого, знаете, вообще не парюсь. То есть у меня там и GeForce было, сейчас вот AMD стоит, вот этот компьютер, вот это все. У Работает и меня, работает. Не надо мне определенную какую-то вещь брать. Ну, Миша тоже вот все Asus поставил, да? да, Я... у меня была проблема с видеокартой, но это когда я выбирал видеокарту себе, я сначала взял Полит Да, 600 какую-то серию. да. Она у меня начала эти квадратики выдавать. Потом сходил, поменял У на... тебя Майнкрафт, получается, на мониторе сразу был. Да-да-да. Потом я взял еще... Ну, доплатил, взял еще одну какую-то. Да, Там тоже эти пошли пиксели. пиксели. И у них потом в продаже... Ну, я через день к ним ходил. Да. Ай-яй-яй. И тут что-то по обходу ходили, я как раз с собой захватил видеокарту. Прихожу и говорю, вот на этой снова пиксели идут. Эти штучки. Они, ладно, хорошо, проверим. Может, какую-то подержанную карту тебе продали? Я слышу такое. Нет, Есть такое нет, все новые были. после майнинга какой-нибудь там. Просто систему я у них собирал, по частям брал, и у них это... Да. Я там... А, то есть компьютер Ра- в ра- разборе, ты запчасти брал комплектующие, потом... Да, я сам все собирал. Да, Готовый у меня был только один компьютер. 486 с рук. А да. все остальные я уже... Как это? Как конструктор Лего сам собираю. Ну да, по запчастям. вот Ну так. и... Они говорят, вот новинка вышла, Asus 650 Ti-ка. Да. Попробуй ее. Ведь я ее беру, вставляю, вообще земля и небо. Вот как раз где-то проходит года 2, я беру как раз эту карту видеозахвата, и с этой видеокартой у меня нормально все пошло. Угу. А потом женщины, потом ни до какого, ни до стрима, ни до игр. С женщинами разбежался, снова компьютер, игры, блин. Машины. Тачки. Да. Тачки на прокачку. Да, вот, видишь, MSA меня тоже материнка, блок питания, видюха. Да, производитель врет, все, что обещает, это вранье. Ну, блин, Ну, Так водянка NRMAX 240, ей уже 13 лет вместе с процессором. ничего себе. Я только один раз перебрал ее, ну, полностью почистил все, и все, и Ну, опять все работает. дышит, да? Блок, ну да, вентиляторы только меняю на водянку и все. А блок питания, получается, у меня этот PSP Everest. Тоже уже лет 13 работает. Угу. Модель бронзы. Первые, которые пошли, эти 80+. Угу. Из первых моделей, получается, было питание, и живучий попался. А то, да, я такое было пару лет назад. То есть, не где именно видеокарта сгорала, а именно блок питания. Я не знаю, что там такого было, да? Они думают, что потребитель не узнает. Они даже материнки на обзор не хотели отправлять, потому что знали, что они мусор. Ну да, если один кто-нибудь, там какой-нибудь блогер там начнет рассказывать, правда, неправда, ну, плохой имидж будет, я бы сказал так. Плохая компания будет, это сразу типа меньше продадут или еще что-то. Это да. В этом что-то есть. Один раз плохо посоветуют, а молодежь-то слушает такие вещи, да. Пришлось покупать, чтобы тестировать материнки самим. Ну а чё себе, а вот это да. Вот это здрасте. Блин, зеленая бестия. Хорошо, смотри, первое место вас там занимает. Да. Ну, я сейчас перед началом-то стрима 2 новые запчасти приобрел. Ну да, я Ночью вот. смотрю, что теперь уже тебе И машинка теперь еще мощнее стало. Осталось 6 запчастей открыть. мощнее, чем на той неделе.
что отпуск будет у тебя месяц? Будешь делать? Планы? Планов, планы пока нет. Лучше не планировать. У тебя тоже Лучше такое есть, что-нибудь. если что-нибудь планируешь, может пойти что-нибудь не так. Да, потому что я в прошлый отпуск уже спланировал, что хочу побить рекорд по стриму. Более 17 часов. Вообще ничего не постримил практически. Занят был вообще другими делами. Гипсокартон таскал с первого этажа на 9 этаж. Там, блин, маленький лучше ремонт вот там был. Есть время, сел и начал делать. Нет времени, делать что-нибудь другое или кому-то помогать там, ну. Может быть и такое. Планировка, да, она у некоторых людей не работает. Знаю людей, которые наоборот, все по полочкам распланировано. Но я где-то в этом вижу какую-то, знаешь, скучность какую-то, то есть скучновато будет. Если у тебя все распланировано, ты как робот должен в определенное время какие-то вещи делать. Да. Ну, то есть я лучше, знаешь, такой за спонтанность, да. То есть у тебя есть сейчас время, вот как вот у нас сегодня, там есть час-два, врубаем стрим, погнали. Нет времени, то и полгода, вот там 3 месяца вообще я стримы не включал, да, как-то вот так. То есть плана вот такого, я бы сказал, я больше спонтанность больше. Ты в этом мог бы за собой тоже такое больше наблюдать спонтанность, чем ты сказал бы планировку. Ну, планировка это не твое, да? Да. Потому что Запланировал, надо, блин, найти на это время сделать. А спонтанно, хоп, и пошел, и делаешь, и делаешь, и делаешь. Потому что у тебя тоже как-то было месяц-полтора, что прям ты там с работы шортс вылетали, то есть до компьютера времени не было, потому что с работы приходил, падал, все, тебе уже никакие игры, ничего Да. не надо. Если на работе сутки находишься, да? Да, вот вчера пришел, запустил компьютер, думал, что-нибудь поделаю, на диван брык, И уснул. глаз открываю, 5 утра компьютер работает, компьютер выключаю, дальше спать. А, то есть ты уснул, компьютер остался. Да, Он сам автоматически не выключается, если ничего не делаешь? нет, у меня отключено все это. А, ну ничего. Просто иногда бывает то, что сижу, фильм смотрю на диване, Да. а он же смотрит, что он ничего не делает. Он хоп, отключил все полностью, не понял, что это было. Уже думаю, то то, что есть это... Даже если будет фильм показывать, если ты мышку не трогаешь, тоже можешь выключиться? Да, раньше такое было. Сейчас-то, может, в обновлении там что-нибудь и изменилось, но я уже не лазю. Да. Не, у меня Да такой- и, у меня да и такой- если он включенный стоит, он может какую-нибудь игру автоматом обновить. Мгм. Так как Steam приложение, там игр много установлено, он каждый день что-нибудь обновляет по 8-10 игр. А он сам у тебя на автомате Steam Да. обновляется? Не, Да. это я тоже Он- выключил. Я захожу сам, если надо, мне как Ну, мануал. там не выключено обновление только для... Если я во что-то играю, тогда он может это не обновлять. Если приложение в Steam, например, запущено, OBS, для стрима на другой платформе, Мгм. оно может обновить там только игру Icarus, потому что она стоит без разницы, когда, главное обновить ее. Обновить Farming Simulator, обновить Eurotrack Simulator 2 и обновить еще какую-нибудь игру. А остальные уже стоят, если Steam не активен, то тогда она обновляет игры. Мгм. Ну да, И- так ты будешь сидеть, сейчас, допустим, И какую-нибудь будет красивую всё игрушку, да? и подвисает все подряд. Начнется обновление, она у тебя будет все тормозить, виснуть, и игра, как кадры дергаться, FPS будет пропадать там, да? Да. То еще себя. Проблема мне насторожим, когда мы попросили у них на тесты материнки, они сказали, зачем вам на обзор, точнее. Если бы они не боялись, отправили бы сразу. Да, в этом что-то есть. В этом что-то есть. Если есть что-то скрывать людям, видишь, боятся там, да. Так оно и получается. Да.
Это да, согласен. Иваныч, привет! Ничего себе! Привет, дружище, лайк занес. Спасибо большое. Сколько лет, сколько зим. Поэтому для меня Привет, SL Иваныч. умерли никогда в жизни. А у нас их сейчас, в принципе, такое и мало, прям так, чтобы берешь. То есть я смотрел на компьютере готовые сборки в комплектующие, ну, рок редко встречается. Но есть ноутбуки какие-нибудь, которые вот как гейминг, вот этот ноутбук именно для игр построены, там еще такое периодически есть, но именно в самом компьютере, этот Tower, когда квадратные большие, там именно поменьше такого. Это да. Ну, видишь, у каждого свои какие-то плюсы, минусы. Попробовал технику, да, там, и соответственно, вынес для себя, да, то есть я это больше не буду, или это какие-то комплектующие, и все. Я, наоборот, в этот раз решил попробовать вот, AMD. Ну, ничего, слушай, AMD Ryzen, вот эти новые, работают. Новые Ryzen, они как покруче, чем старые Ryzen. Раньше как-то с этим не сталкивались. Гонщики гоняют, но не загоняют. Да. У нас я сегодня не за рулем, сижу, только кофе попиваю. Миша за рулем. Он решил, говорит, буду отвечать на вопросы, если вопросы будут. Ну и, соответственно, и порулить еще. Да. Я говорю, я бы как раз, мне надо было сконцентрироваться на дорогу, но для него это проблем не составляет. А вот так вот, в принципе, мы уже гонки были, и кооп был по этой игре вперед из песни. Кстати, а ты в танки играл? Я что-то не помню. Миш. Да, есть. War of Tanks есть, Да-да, World Warships есть, War Ой. Thunder есть. War Thunder Ну, ты они вот- же на они днях- ж бесплатные у них. Они точно у меня есть. Я даже не знаю. Warships я помню, вот да, на днях я включал Steam. Рекламка была, что можешь ее скачать, и она ничего не стоит. Миша, привет. С Иванычем здоровается. Да, я вижу, привет. Я с ним поздоровался. Он наблюдает за чатом, поздоровался. Миша стал потихоньку Я гонщиком. свой чат не смотрю, зато твой чат смотрю. А я и там, и Хотя там. у меня там... Хотя там пусто. Ну, я написал. Я видел. Нет, у меня работает. Так что, если что, вот ссылочка, заходите и там поздоровайтесь. Привет, Stalker Game Center. Привет, ребят. Есть Word в рот. Привет, Juice Game. Джаз, привет. Всем добрый день. У кого обед, у кого уже вечер. Всем здравствуйте, доброго времени суток. Блин, уже час. Уже у меня стрим час идет. У тебя еще минут на 7 больше. 56 минут. Да, мне больше. 73 стоит у меня твой стрим. Твой уже. У меня уже... Да, Это твой 67. ты же раньше начал чуть-чуть. Да-да-да. Малыши, привет. Ого, малыш. Вот Карлсон. Малыши, Карлсон, все здесь. А да, Warships, это она похожая игрушка на вот этот WOT, где World of Tanks или нет? Или там что-то какие-то есть? Но там ты за место танков на кораблях, море, там интереснее, чем на танках. Интереснее или нет? Интересней. Ага. Потому что и торпеды пускаешь, и высматриваешь, как тебе с пулемета отработать. Угу. 7Q, да. Как пульс, давление, настроение. Да, у кого давление есть, у кого давление с утра встал такой, почесал, да, на крыльце. Говорит, вышел на крыльцо, почесал и за компьютер. Джастыч, привет, сталкер. Всем здравствуйте. Да, всем доброго времени суток. Кого не видели, кого видели. Ребята, добрались уже до воскресенья. Недельку назад мы здесь сидели, общались. И такие думаю, ну что, давайте как-нибудь, как-то я уже предлагал Мише, говорю, пройдем как-нибудь поговорим так вот. Ну, чтобы у нас там не 4 было, вот 1 на 1, ну и чат, соответственно. И вот мы все здесь. Just стал хер. Стал хер. Оба-на, уж. Да, всем добрый день. Очень рад, все, кто забежал. Пишем комментарий. Напишите вопрос. Есть у вас вопрос к Медведю? Он, в принципе, уже за час уже много на какие вопросы ответил.
Ну, может быть, у вас такой вопрос есть, который мы еще Может быть, у сегодня кого-то новенький, свеженький не есть. задавали вопрос. Пожалуйста, а как я вчера в игру играл? Вставай за пулемет, а там патронов нет. И мне говорят, патроны в понедельник будут, а ты терпи. Да, денег нет, но вы держитесь. Патрона. У тебя вот это прикольно была кужелевка, вот, но об этом мы потом попозже с тобой поговорим. Я посмотрел, угорнул, прикольно озвучивали игру. У меня сейчас стоит вот давление норм. Главное, что давление норм, это самое, как оно, кровеносное давление. Как же совпало, вышел на крыльцо, почесал. Да. Сталкер, иди сюда. Сталкер, пожалуйста. Не, ну такое говорится. Вот он, Иван подписался, Экономка. лайк прошел. Ну, медведь, потому что был до этого у меня никнейм House A. Жанр электронной музыки и часть фамилии. Первая буква А. Тут что-то, так как сидел, играл в одну очень интересную игру, называется она Escape from Tarkov, побег из Таркова. Там как раз произошел вайп, это обнуление персонажа. Да. И я сидел, сходил перед этим, купил пивасика, 3 медведя на разлив. Сидел, выбирал себе никнейм. Ну, что-то уже Хаус ТВ, либо там как-то так, ну, что-то это в голове летало. Тут я поднимаю пиво, медведь. Ага. А там персонаж есть эти, как они там называются-то, шерпы? Нет, это не шерпы, как они там. Бировцы и еще вторые эти. Я забыл, как они называются, второй персонаж. Юсеки. Юсеки и бировцы. Бировцы это типа там аватарка типа медведей, шеврончик с левой стороны. О, медведь. Я медведь. Ага, пиво. О, покрутил никнейм, создал никнейм. Запустил его в этот переводчик. Более-менее подробно, чтобы получилось медведь с пивом. Я его создал. Ну, вот, через переводчик нормально, чтобы озвучивалось. И в Таркове у меня такой появился никнейм. Ага, играл, думаю, нормально. Потом этот ник перекочевал на YouTube, потом в Steam, из Steam в Origin, из Origin в Epic Games. Ничего себе. И теперь этот ник в Дискорде, в Скайпе, в ТикТоке, в Инстаграме, где еще? В Кьюрми, в Телеграме. Ну, в общем, куда можно запихать лапы везде никнейм этот. У меня что-то вебка зависла, я ее деактивировал, активировал в OBS, начал драйвер шевелиться. Все нормально. Нет, Жесть, журнальчики нет таких, спасибо. Раз, два, три, драйвер замри. Ну, слушай, в одном, где игры, как она называется, вот это, контор, вторая, третья, и вот у тебя, получается, там зарегистрировался, здесь, и суммарно это получается большая коллекция игр, да? Даже очень. Да? Сколько игр суммарно уже? Как я спрашивал, но так и не самое. Игр 500, 600? 800. 850. 800 игр, блин. Ну, один только Epic Games что стоит? Они же каждую... Кстати, да, там же очень много игры за бесплатно раздают. Да. Я не знаю, у меня вот Epic Games включаешь ее с этим пароль, она гонит, потом все-таки заходишь туда, проходит пару дней, я опять не могу внутрь зайти. У тебя такого не бывало? Нет, не бывало, нормально все. Не знаю, что с этой приложением этим Epic Games. Ладно, проверим. Лучше бы не двигался. Почему лучше бы не двигался? Почему? Я не знаю, что с ней происходит. В Steam тоже вот проблемки какие-то были, но когда я вот недельку назад все это обновил, Windows или 2 уже, все заработало, все отлично. Все хорошо. Ставим кофе перед мониторами, драйвер будет заряжать кофе. Буду заряжать кофе.
кружечку этого кофе. Она уже, правда, ледяное, там осталось чуть-чуть. Ваша энергия. Пасы руками. Ну, когда вы ответите? На что мы ответим? Медведя, почему картинка отстает от голоса? Ты Хорошего... про вебку имеешь в виду? Да. Вебка у меня Геркулес. Ей где-то, чтоб не соврать, лет 10, наверное. Да, кстати, вот чуть-чуть есть такое. Я тут сразу не замечал. Вот Джаз заметил, блин. Глаз алмаз. И как ее настраивать, я не знаю, потому что... Ну, это мой первый опыт с веб-камерой. Ну да, я тебя пару раз видел на вебке даже. Один раз я помню, включил вебку, сел такой за ноутбук, как захрапел, потом этот Да. А вот сейчас второе, где еще пока не храпит. Так что задавайте вопрос, чтобы не уснул, чтобы не храпел. У меня тоже эпик моросит, как окно в окне, и чтобы добавить игрушку, приходится шаманить. Нет, чтобы игрушку добавить, вообще 5 секунд. Проблема в том, что логин, вот этот вот пароль задавать постоянно, он не запоминает. Вроде сделал, чтобы запомнил, проходит чуть-чуть, все. Вот ты балда, Джасыч, это стрим. А, точно, стрим. А, и что стрим? Стримчан, стрим. Если этот лысый из Бразерс медведь, то у меня диссонанс в голове. Нет, он не из Бразерс, этот лысый. Скорее всего, из Сибири. Он в Сибири, да, но там Brothers Sisters есть, там Sisters есть. Медведь тоже к спячке наедается к зиме, и зимой, когда спит, тоже пробка в попе. Не. Без Пробки нет. Без пробки? Без пробки. Просто наедается? Так если это стрим, надо сделать репостик и прожать лайкосы. Лайкосы. Да, репосты делайте, репосты. Ну, блин, мы этим занимаемся. Кто не занимается, потом не говорите, что ваш контент репост не делали. Так что всегда это все на добровольной основе. За вас, за нас и за стримчан. Да, за вас, за нас и за стримчан. Медведь, я расскажу, как настроить вебку. Выкинь ее. Так если Но на новую у меня пока нету. Если давайте на новую вебку задонатим Мишки-то. Че на там вебка-то? Дорого стоит? Задонатим Мишки на новую вебку. Потом будет сидеть медведь в 4К. Как так без пробки? Медведь не настоящий. Это скорее всего клон, я думаю. Настоящий медведь бы так не разговаривал по-русски. Он бы что-нибудь там рычал. Настоящий медведь может съесть мясо, выпить пиво, а этот еще и играет в игры и разговаривает. Цирковой. А, цирковой. Цирковой. Кстати, да. Они же там и на велосипеде могут ездить, да, и на мопеде. Цирковой. Что-то в этом есть. Не, ну, слушай, ну гонщик, я бы сказал, Миша гонщик. Вот у тебя вот канал называется «Медведь с пивом», уже все как-то привыкли, вот сколько я уже знаю канал, вот, от годика полтора, почти 2 года уже, да, вот осенью будет, или зимой будет 2 года, мне кажется, это декабрь, да, в декабре будет 2 года. Но, слушай, оставишь как канал так и есть, или название все-таки как не поменяешь? Не было такого желания поменять название канала? Не, название менять не буду. На Миша Гонщик, или Гонщик Миша? Не, потому что игр там много всяких разных, там и выживалки есть. Ну да, кстати. А то ты назовешь канал Миша Гонщик, потом будешь сидеть, дрова топориком колоть, там это все, костер разводить. Да. Будешь делать бег с препятствием вокруг костра. Если только медведь с пивом гейм-центр какой-нибудь, так? Не надо гейм-центр, вон гейм-центр в этом есть, в чате вон центр этот. Да. Центровые какие-то, успокойтесь. А где Наташа? Если что, я не жду без трусов, жду Наташку. Наташка заходит на стрим, она вчера к нам зашла вечером тоже на 10 секунд, покусала всех и вышла. Так что, сталкер, я бы не советовал тебе бы без трусов сидеть, зайдет, покусает, ну и соответственно, сам понимаешь, да? Оно тебе надо вот это вот, будешь покусанный. Больно же все-таки. Я думаю, да. Не надо. Не советую.
Наталью, кстати, тоже было приглашение на гостя, но все время так муркусь, так раз, как рыбка уплыла от ответственности. Саша труханы быстро изощает. Олень, не олень, а день. Вот, день. О, блин. Рассмешил. Лайкос за черный юмор. Хотя он не черный. Скорее всего, коричневый. Сашка не олень, Джастыч, хватит. Хватит обижать Александра, и правда. Что вы, Джаст, когда она мне... Если она тебя прикусит, потом ты уже не сможешь пользоваться причинами. Не надо, зачем? Ну, ребят, зачем вам это надо? Я не понимаю. По кустам ходить. Я давно подписался на нашего гонщика. Дарфокс написал в чате. Он Миша 6 лайков Спасибо, поставили. Да. Спасибо большое. Всем ставьте. Мише будет тоже приятно. То есть активность и у него в чате, и комментарии ему, конечно же, после стрима пишите. Это всегда мотивирует. Он вам на комментарии напишет комментарием. Потом еще на комментарий комментарием. И получится как на одной страничке. Да. Сталкер ждет все-таки. Будешь потом, Сашка, покусанный? Оно тебе надо это вот? Не надо. Не нужно. Хотя... Нет, Наталья что-то вчера наговорила, то ли ей завтра некогда будет, она куда-то уезжает, или что-то там было такое, да. Ну вот зашла, говорю, в чат, покусала всех и вперед. Нет, точно не олень, просто одень. Не один, а одень. Один. Алло. Да уж. Одену, и смысл что? Ну, оденешь и будешь сидеть в красных труселях, ждать Наталью. Так, что еще? Если у тебя, кстати, сегодня на работу не вызовут, получается, у тебя же тогда выходной будет? Или как это считается? Или все-таки рабочий день? Завтра рабочий день. Ну, а сейчас-то у тебя тоже... Это не будет считаться рабочим днем, если ты дома останешься так? То есть ничего, то, что ты там сидел сейчас, вот в режиме ожидания сидишь, если вдруг тебе позвонят? Как? Ну, если позвонят, то с этого момента, что мне позвонили, у меня начнется рабочий день. Пока ты находишься дома, даже если тебе могут позвонить, то есть это никак нигде не конфигурируется, не считается, ничего, да? Не. Просто проходит как обычный день. Завтра в 5 утра на планерку. Почему не пришел? Вы мне не звонили. Да уж. Ну, не в 5. Да и на планерку я не поеду, потому что у меня бригадир с отпуска вышел. Пускай сам теперь он разруливает, да? Да, теперь он будет ездить. Угу. Ну, это как бы такая ответственность от тебя, такая ответственность, так потихоньку. Раз. Пойду на улицу Я надеюсь, ты не серьезно сейчас? Ну, хотя там у тебя возле дома сильно там движения нету, сталкер. Можешь, в принципе, бегать вокруг дома. Но если тебя заметят, кто-нибудь запишут на шортс, то мы это увидим на ютубе, наверное, думаю, через часа полтора. То есть ну да, как это... Ехали с одного объекта, и по улице одной мужик голышом бегал. За ними полицейские гонялись. Что они хотели? У него номер телефона взять, что ли? Наверное. Рабочий день начинается, как позвонит мужской секс по телефону. Да нет, у него как это получается? Враг такой, в режиме ожидания, короче, он сидит. Если вдруг там у кого-то трубу прорвало, типа того. Нет, это же... Как эта профессия называется у тебя? А то сейчас Just скажи, перевернет, опять на что-нибудь там придумает еще. Нет, ну получается... Ну, сантехник это те, которые по домам шароебятся. А у меня слесарь по тепловому оборудованию. Вот, слесарь по тепловому оборудованию. То есть, если у тебя отопление в августе отказало в квартире, приедет Миша с пивом или вес, это уже по обстановке. Я отключу все нафиг. Вот. Потом пойдет, сходит, купит 5 литров. Как они закончатся, может быть и включит. По настроению, короче, я так понимаю. Не, это уже зависит от того, кому нужно отопление. Да, а если еще какие-нибудь придут назойливые соседи и начнут там вякать, то возьмет, поставит табличку, здесь проходит ремонт и уедет на 3 дня.
в деревню. Вот это На, вот на всё. неделю в Комарова. О, кстати, он уедет до второго там в Комарова, получается, кто-то без отопления, а Миша просто это самое. Вот, трубу проводит, все правильно. Мастер замены прокладок. Слышь, ну как бы Ну, почти. почти да, так бы, ну, прокладки не прокладки, да, но дело в том, то, что если труба где-то там утечка пошла, утечка, ну, вы поняли, да? Да, вот сейчас реально Натальи в чате не хватает, а то сейчас началось будут вопросы, все дела. Не, ну такой слесарь, слушай, по типу, то есть, вот, когда отопительный сезон начинается, я понимаю, у тебя работы потом будет не этот, нормально тогда, не в проворот уже, тут некогда будет сидеть, стримы проводить, да? Да. Там, если кто-то в группе выкладет видео какое-нибудь, я его сразу в шортик закину. Во. Кто-то из Видел, коллег. кстати, да, у тебя там пару раз такие шортс видел, ну, прикольно. Ну, вот. Фонтаны такие, руднички бьют под асфальта, прям асфальт даже не видно, да? Ну, бывает, не без Да. этого. Работа, я бы коллег, сказал, не из легких, по зарплате не обижают или так? По Могло бы- зарплате, ну, если могло бы жить быть и на лучше. работе, Тогда пойдет, да? тогда пойдет, да. А ты же еще домой приходишь иногда. Да. Еще надо одежду стирать, вот это вот все там. Покушать, приготовить, поспать, постримить. Да уж. Ну, просто такая профессия, слушай, не из простых, не из легких, да, я бы сказал. Получается, если у меня за месяц где-то 2 дня выходит отдохнуть, то по зарплате где-то 110 будет. 2 дня в месяц? Да. Не, ну это, конечно, жестко. Слушай, это очень, Ну вот когда Очень мало. очень да. мало выходных. Когда честно. испытания у нас были, ну вот, 2 недели испытаний, потом 2 недели устранения дефектов, А что испытывали? потом еще трубопровод. А, ну и как бы выводные. перед И- отопительным и- сезоном такой тест-драйв проводили, да? Или как? Да. Ну, нормально. Их трубы накачивают до 16 атмосфер. Если Ого! они выдержат, то испытания прошли. А в этом году было 2 типа испытаний. Первый тип был тепловой. Да. Ну, в трубах нагревали воду до 160 градусов. Охренеть. Вот это гейзер получился. Да, а потом через месяц были гидроиспытания до 17 атмосфер. Ну, в некоторых местах, конечно, доходило до 13 атмосфер, но на ТЭЦ, где Откуда там у все них пошло? было 16. Да, где накачивали. Ну и как испытания прошли? Ну, практически нормально. Как, теоретически нормально, но где-то прорвало, но это сильно не влияет Да, вот. на то, что начать отопительный сезон. То есть, Порвало практически везде, где можно было. А устраняемся мы в основном на магистралах, у себя нигде ничего не делаем, потому что основное надо починить магистралам, чтобы они нормально запустились, и потом уже чинить внутриквартальные. по народу по нигде- районам, да, вот это вот все. Да. И поэтому ездим, изучаем районы. Ну да, в принципе, у вас там регион-то большой, слушай, пока все отремонтируешь, уже и год пролетел, а то и 2. Да, народу не хватает катастрофически. Раньше было по бригадам по 8-9 человек. Да. Сейчас в бригадах, ну, максимум, минимум 3 человека, максимум 6. Мгм. Вот у меня в бригаде 3 человек. Я и еще 2. Ну, есть одна бригада, где один уволился, один на больничном, и второй ушел на больничном, и там больше никого нет на бригаде. Офигеть. А как работать тогда? Ну, кому работать, если бригады Ну, как таковой нет? Берут народ с участков, и он едет, работает на том участке, где нет народу. То есть с каких-то других участков разделяют их, чтобы хоть как-то здесь Да. работа шла. Да, жестко, слушай, работа не из легких, я бы сказал.
Ну, то есть Да? я видел, когда вот пожарники работают, там тоже, ну, вот эти пожары все там жарят, тушат, ездят. А здесь как бы Ну, если кипяток с-под сравнивать земли с у тебя бьет если кипяток. сравнивать с пожарниками, то мы, наверное, сначала пожарники, потом скорая, и мы на третьем месте. А я думал, все-таки у вас как бы жестко. Но представляешь, если у тебя там сейчас трубу прорвет, там кипяток с земли идет, тебе же надо все остановить, как-то выключить, или не знаю, тоже не просто. Ну, я, по-моему, шортик выкладывал такой, Да, я видел, ты там гейзер. когда видео из-под земли и бежит вдаль. Мгм. Я как раз был с ночи. Меня еще мало того, что всю ночь просидел над СТП, надо было там сбавлять давление, воздушники открывать, чтобы запустить ЦТП для 1500 жителей. Я- Целый район такой хороший. Да. Микрорайон, Я- как это называется. Райончик получается, маленький такой. Я сидел, запускал, Да. дренажировал. Меня утром, ну так как в бригаде мы вдвоем, бригадир в отпуске, мастера в бригаде нету, меня вызвали еще на планерку. Я не спавшим, не евшим, уезжаю туда на планерку, приехал, все. Ну, у нас есть такое место в городе, там, получается, строят 4-й мост. И из-за них чертей с 7:00 до 11:00 дичайшая пробка, через нее можно только на велике проехать. Я в 6:30 уезжаю туда, проезжаю тут только-только начинающуюся пробку, Успел. припарковался, да, проехал, припарковался, сходил на заправку, взял кофе хотя бы, чтобы глаза маленько работали. Ну да. Только выпил, звонит замначальника участка, говорит, надо посмотреть эту. Ты далеко? Я говорю, я вообще-то уже стою тут на Большой. Он это, в смысле? Ты приехал, что ли? Конечно, приехал. Там же пробка сейчас начинается. А, ну понял. А Саня сможет посмотреть? Я говорю, Саня сейчас только встанет и на работу пойдет. Ему еще со всех СТП параметров снимать. Угу. Там 8 штук он. А, понятно. Ну это... Ладно. Говорит, езжай, на сегодня у тебя планерки не будет. Определись там с дефектом и скажешь, что надо. Ну, я приезжаю туда, смотрю, фрукты открываются. Подошел, фруктов пару этих огурцов взял, румкую подошел, осмотрел, парню сказал, чтоб не лез, сфотографировал машины, отправил, которые надо угнать, чтобы машины угнать. Угу. Владелец 2 автомобилей в больнице. Оу. Тоже проблемно. Ну, в общем, всем мастерам отзвонил, рассказал, что делать, кто копать будет, где что перекрывается. Начальнику позвонил, сказал, что всех предупредил, что где что делается. Он мне, ну все, езжай, спи. Я без задней мысли приезжаю домой, ложусь спать. Сплю. Ну, как раз пятница была. Где-то в 10 лег спать. В 2 часа я уже выспался, так сказать. Ага. Брательник, на дачу едешь? Говорю, еду. Еду на работу. Там лежали доски, которые я припас, чтобы восстановить пол на даче. Угу. Деревянный. Да. Я их в лобзик беру, начинаю пилить. У меня было 3 полотна на лобзик и 18 досок. Они по 2,70. А так как брательник старший багажник с машины забрал, мне же их надо как-то довести до дачи. Я их, естественно, пилю на пополовину. Пропилил 5, у меня ломается одно полотно. Пропилил еще 3, у меня еще одно полотно ломается. И, в общем, остается одно полотно и 6 досок. 4-ю доску я пилю ножовкой, которую нашел на участке.
Остальные доски, я на них посмотрел. Сил у меня на них не хватит ножовкой пилить. А полотен уже нет. Угу. Загружаю все, что попилил, и все. И только собираюсь уходить, чувствую где-то что-то какой-то непорядок. У меня все-таки по этому, как он, ну, по звуку у меня чувствительность хорошая, я слышу, где-то что-то шумит. Присмотревшись, нахожу дефект. Звоню Шурику, так и так. Если нигде не занят, иди ковыряйся здесь и смотри. А про тебя что сказать? Я говорю, скажи, что ты сам нашел. Меня как бы на работе не должно быть. Ну ладно, понял. Я ухожу, своими делами занимаюсь. И тут мне звонит начальник. Приедь, помоги, твой новичок не справляется. Ну чё, прихожу. Вот отдохнул, да, называется? Ага, смотрю на это гадство. Говорю, ну, ищите тогда хомут, резину, ключи найдем. Они обзванивают всех, ищут хомут на 114 трубу. Мгм. Я в машину залазю, достаю комплект сварочной спецодежды, одеваю, резиновые сапожечки, перчаточки, все с машины. На меня смотрит так, а где ты раздобыл? Я говорю, вообще-то это все мое. Привет, Серега. Серег, здорово. Ага. Привезли хомут. Я его устанавливаю. На меня кто дежурный на выходные? Я говорю, Шурик, меня нет. Ну ладно, хорошо. Хомут установил, холодную воду запустили. Все нормально. Обратно переодеваюсь. В машину все закидываю. Я говорю, все? На меня. Все. Ладно. Хоп. И на дачу быстренько. Пока, чтобы снова никуда не прибегли. На дачу приехал, выспался более-менее нормально и уже в субботу занялся установкой пола. А еще как раз съездил, купил новые эти лобзики Мгм. и нормально все перепилил. Теперь осталось придумать чем. Что постелить на пол, линолеум, либо еще там что-нибудь. Серега, не бзди. Все будет хорошо. А не проще Ну- электролобзик? Электролобзик, ну я не знаю, но не у каждого есть электролобзик под рукой. Так он у меня и был электролобзик. Вот только когда у этого электролобзика ломается пилочка, Который тогда- такие маленькие, ты вставляешь, которые... Да-да-да, Ты их в сломал, лобзик. получается, не раз. да, полотно сломалось. Да, да. Понятно, где 4. Джаст? Сломалось полотно, е-мое. Вот оно все. А другого полотна-то нету, и магазина рядом нету. Приходится пилить то, что есть. Ну, там допилил одну и все. Остальные оставил, потом надо будет. Заберу. Все равно какой-то там выходной не дают спокойно отдохнуть, опять вытягивают на работу, давай, иди, помогай, и вот так далее и тому подобное, да? Да, потому что везде сейчас в конторе получается 8 новичков, они еще полностью все участки не знают свои, Да. а те, которые хорошо соображают, их в основном привлекают, чтобы быстрее сделать ту или иную работу. Мгм. Вот такие пирожки с котятами. Ну. Поэтому нам, пенсионерам, не дают отдыхать. Да какой ты пенсионер, е-мое, ты что? Ты же не пенсионер еще. Все. В рассвете сил, сказал. Мишка Олимпийский, да? Какой он пенсионер там? На доске USB сверху линолеум и лобзиком, доски не пилят, есть парка дисковая. На пол надо стелить любимую. На пол стелить любимую. Ну я так бы тогда Ну вот, взял ну, вот ножовки. Джаст, потом когда она появится, тогда и будем ее стелить. будет стелить, будет там жарить, там все, что положено, да, там.
как положено. Все сделает, что в его силах. Правильно? Либо бензопила. Но бензопила, Не, смотри, пила нам не нужна. Женщина-пила нам не нужна. будете пилить и пилить. Нет, дело в том, что пирожки с котятами изверг. Нет, бензопила, слушай, у нее вот эти уже газы выходят все-таки. Если ты будешь в закрытом помещении бензопилу запускать, е-мое, то еще себе. Это да. Я бы сказал. Ну, не знаю. На вкус и цвет, конечно, но бензопила реально в закрытом помещении я бы не использовал. Так, осуждаю. Да. Руками бы допилил бы. Ну да, взял такую, пила такая дружба. И поехали. А что делать? Набор такой возьмешь на это. На лобзик этот электронный и потихоньку, чтобы всегда на запас были. Полезно. Хотя тоже, кстати, вот в торопях как-то брал, у меня неправильно полотно было, сломалось. Олег сказал, бензо... Нет! Я так не... Есть электропила. Ару. Нет! Вот ты кадр, вот. У тебя от наушников сейчас вот этот ободок на лбу висит, знаешь, как шапка у Ивана Грозного получилась такая вот на вебке. Посмотри, у нас в гостях Иван Грозный. Или внук, правнук, правнук Ивана Грозного. Вот кадры. Аккуратно надо быть, аккуратно надо быть. Бенза... Нет! Сказал. Да, перемотай стрим назад, вряд ли. Не может быть. Кофе холодный, чуть не очень. К нам солнышко вернулось. Я надеюсь, у вас тоже будет на днях солнечное тепло. У нас еще на календаре этот август. Наслаждайтесь последними вот этими неделями лета, по крайней мере по календарю, чтобы было на улице солнечно, дома солнечно, тепло и так далее и тому подобное. Я дрова в деревне, члены люблю, все завидуют. Не, ну, в принципе, в этом-то и сильно никто не сомневался. Он еще напоминает, да, если что. Да, и в начале стрима я еще вставил здесь опрос. Хочешь ли поучаствовать? 13 голосов было. Я хотел бы сейчас этот опрос остановить и посмотреть. То есть, хочешь поучаствовать? Да, 53%, не 46%, 13 голосов. То есть, 7 человек сказали, хотели бы поучаствовать, 6 нет. Бензозалу. Оставь. Я вот давай вот такой, знаешь, чего сделаем? Раз ты такой пошляк-ляк-ляк-ляк-ляк, в закреп его, чтобы стыдно было. Главнее всего, что другое ерунда. Но если у тебя бензина нет, то и этот прибор без бензина, как бы вещь бесполезная, да? Не забывайте об этом. А лучше, да, чтобы бензин был 95-й. Как заправляешь? Окунаешь стаканчик? Нет, не так. Поливаем сверху. Молодцы. О, блин. Я не знаю, сейчас надо будет выйти на улицу, прогуляться. У тебя сегодня какие планы еще, кроме того, что вот играть в компьютерные игры? Все-таки на улицу, просто на улицу, выйти свежим воздухом подышать тоже надо, да? На балконе подышу. Ну, ё-моё, вот оно что. На балкон вышел 2 метра и назад за компьютер. Это не считается. Выйди на улицу, прогуляйся. Что мне там делать? А вот это, кстати, девушка, у вас там свидание сколько там было? Все? Или еще встречаетесь иногда? Ну, иногда встречаемся. У нее сегодня дела там свои, поэтому не до меня. Ну ничего страшного, слушай, у нее... Тебе тоже не до нее, ей не до тебя. Завтра встретитесь, как раз вам будет друг до друга. Ну да. Сейчас пока еще и погодные условия прям хорошо, еще в парк сходить и
Кстати, Мороженое, пирожное, вот это вот все. Не, ну мороженое в парке, там мороженое с пивом тоже нормально идет. Слушай, я пробовал. Работает. кстати, одним минувшим. Поздравляю с Днем Строителя. Радости и счастья в жизни. Сегодня праздник? Сегодня День Строителя в России. А, ну вот, кстати, кто вот связан с этой профессией, День строителя, всех строителей Ладно. поздравляем с этим. Вообще-то мы все строители. Мы строим личную жизнь, мы строим дома, мы строим трубопровод. Что мы там еще? Мы же Чеканок, все строим. что ты строишь? Сталкер-то понятно, а я, наверное, пропустил, как Чеканок медведь пришел. строит, восстанавливает ноги свои. Вот, кстати, тебе Джаст написал. Я, наверное, пропустил, как медведь пришел к стримам. Вообще, почему он решил, что чем-то уникален и что найдет своих зрителей? В чем фишка твоя, Миша? В чем ты уникален? Как пришел к стримам? Да это в начале до стрима было, но повтори. Ну, вообще, как пришел. Сначала просто играл, записывал видео на Фрапс. После женился, забросил канал. Игры. Развелся. Переключился на алкоголь. Пивасик. После друг подсадил на игры. Начал играть. Купил карту видеозахвата. Начал стримить. Показывать, как это что делается. Потом снова девушку нашел. Снова канал забросил. Потом, снова разошелся. Начал только стримить, видео записывать так, изредка. Очень изредка. Потому что, когда стримишь и показываешь, как-то более интереснее получается, чем то, что ты подготовился, записал видео, там что-то надо обрабатывать, что-то надо делать. Да. Естественно, я это не умею делать. Для меня проще записал Залил. и Фрамс написал Just помню эту боль. Это что-то какое-то площадка какая-то или что это такое? Или это программа? программа для записи видео. Друг подсадил на игры опять один раз. В смысле? Но есть же игрозависимые люди. Есть у кого-то, это же как легальный наркотик, как бы это игромания. Есть мания величия, здесь игромания, ну... Ну, Just, либо по 18 литров пива в день. В день. 18. Я медкомиссию пошел проходить от работы. Очень. Каждый год проходим. Пьете? Я говорю, ну да, где-то литров по 18. Меня сразу в эту психушку на обследование. Серьезно? Мол, ненормальный человек по 18 литров в день пить. Но я там прошел нормально, все. Принес она. А с чем это связано? Я говорю, развелся. В вас, девушках, маленько это потерял смысл. На меня смотрит, глазками хлопает. Серьезно, что ли? Я говорю, серьезно. Тебя на обследование в Ладно. психушку отправляли? И в психушку, и в наркодиспансер. Ну да, как бы доза жидкости как бы в сутки это реально превышает нормальные расходники. 6 можно, а тут 17 ем. Потом 6 можно в день? И начал уже Окей. это Интересно. уменьшать дозу. Там потом вообще просто перестал пить. Ну а сейчас месяц. Сейчас бывает Сейчас. иногда еще, нет? Ну, по пятницам. Пятница, Доза-то объем дозы-то остался. Пятница, развратница, получается. Да. Пятница, суббота. Уже Иногда воскресенье. иногда и воскресенье. А если тебе вот так вот позвонят, скажут, на работу надо выходить, а ты уже заправился? Пешком уйду. Мне от дома до работы 25 минут. Пешком. Бросил, На выпил, машине 7 знакомство. минут. Бросила, выпил знакомство. Романтика, ранимо. Понятно. Поведение нормального мужика. Бросил, хер забил под... Да, спустил давление, короче. Не, слушай, жирный плюс Джастыч. Жирный. Не, дело в том, что каждый по-разному справляется с такими ситуациями. Абсолютно, как сказать. Человек-то, каждый из нас уникальный. То есть один
книжки читает, другой вон берет жидкости и начинает заливать горе. Кто-то на это просто забивает большой и толстый, идет дальше на работу. Или отправляется в путешествие. Вот Миша решил, думал, надо попробовать. А потом с одной крайности перешел в другую. Да, от Опять же. одного... Девушка увидел, когда ты столько много играешь в компьютерные игры, такая думает, не-не, с ним что-то не так, я его тоже, наверное, брошу, да. Ну, то есть, этот, я думаю, как-то повлияло на расставание, опять же, да, вторично, то есть. Да, нет. А в чем фиша? В чем фишка твоя? Я не услышал. Just пишет. Фишки. В чем фишка? Ну-ка, давай. Вот какая фишка? Как ты думаешь, какая твоя фишка? Чем ты отличаешься прям колоссально прям от других вот стримеров, которые на ютубе сидят? Какое-то такое отличие у тебя есть? Прям, чтобы ты сказал, вот, такого ни у кого нет, только у меня. Ну, это надо поискать. Это где-то есть, где-то недалеко, но это надо поискать. Короче, подумай, на днях скажешь. Как научился пользоваться АБС? Где верпал информацию? Как становился как стримером? О май год, опять эти зумеры. Ну что, где учился пользоваться программкой OBS? Это страшная программа, которая обновляется, когда вот ты хочешь начать стрим. Где ты учился ей пользоваться? Ну, часть информации на нашем любимом Ютубе, часть информации Ютуб живет. Часть информации у где? коллег, стримеров. Резидент Серега? Нет, это Челяба, это Сантьяго ТВ, О, Сантьяго. Ты вчера где-то слышал такое? это Кто еще? Фадей Ага. Фадей, геймплей, ну, знаем. и Добби. Кто еще? Название Добби первое помню, остальное не помню. Он постоянно рассказывает, как настраивать OBS, как настраивать там определенные эти... Как настраивать звук в OBS, микрофоны, вот это все по настройкам. Угу. Подхалим. Не, почему подхалим? Ну, реально много там информации, поэтому я тоже вот смотрел чуть-чуть, но большинство помогали другие люди. Настоящие люди. Ютубер он. Стар Супер он, говорит. Ставь программу OBS и погнали. Ну, Just, в основном мы куда стримим? Где пишем? YouTube. Есть, конечно, первая площадка, которая моя появилась, это вообще это Twitch. Но на Серьезно? Twitch я долго не живу. Ты на Твиче М. первый стримил начал? Первые стримы пошли на Твиче. Сюда только видосы. Стрим туда. Потом этот, как он, VSAD, Вас? платформа Vast. Да. Потом, что там у нас еще? Еще какая-то платформа была. Потом появилась этот платформа Трова. Потом платформа VK Play появилась. Да. Я во всех пошарился помаленьку. Платформа Рутубы. Русский YouTube. Ну, там не так интересно, как во всех. Ничего себе. А в этот ВКонтакте пробовал там? Ну да, пробовал. Ну что, как тебе контакт? Да тоже можно. Только что YouTube привычнее. Вот буду в отпуске, попробую. Только что YouTube не сохраняет стримы более 12 часов. Да хватит уже, и так вот сколько сейчас людей, представляешь, вот наши 10-часовые стримы, блин, сколько ему надо там памяти, да? Ужасно. Ну да. Там люди в 4К заливают. Куда это все хранить? Я вообще удивлен вообще, что это позволяет. Сколько терабайтов, миллионов в день заливается, да? Да. Трова. Большинство, большинство 20 заливает контакт. 20 часов. Да? Остальные платформы не помню сколько. Так у Трова же максимум стримы часов не можно. остаются у тебя же там. Ну да, там они только что вот не остаются. Как и на Твиче же. Да.
Так, я вас оставлю, мне надо отойти на пару минуточек. Пипи. Да, конечно. Ну, вот видите, как YouTube объединяет все-таки, да. Конечно, если бы не некоторые люди бы, мы вот подпинывали Чекана сколько, чтобы он дальше продолжал, не забрасывал, а то у него постоянно и есть такие эти задвиги. Нормально все. Все будет нормально, не парьтесь. Все, кто вот несколько лет на протяжении делали что-то, не забросили, добились каких-то определенных результатов. Кто стриминг натровал, у тех в жизни все хреново. Так это я еще сразу говорил, когда эта площадка вышла еще. Я не знаю, что на Трову побежали все. Ну что, все, кто на Трову побежали, 90% уже вернулись. Я стримлю на Трову. Да, он Чекана, он все хреново, видишь. Стримит на Трово. Там вообще зрители, все. Это заплати. Качество надо тебе заплати. Стримеру задонать. Вообще-то донат это должно быть на такой, знаете, как сказать, на добровольной основе. Тут получается уже, как эти сидят продажные, тут надо, чтобы в хорошем качестве, чтобы заплатить, это надо заплатить, наклейки заплатить. Мне кажется, их там до того маной перемазали в течение года, что они совсем там зажирнились, жирные стали, как майонез дешевый. А вот мне не нравится фраза «все будет нормально». Я предпочитаю, у меня сейчас все нормально, вопреки всему. Ну, вопреки всему тоже абстрактно. Все будет хорошо. Могу и по-немецки сказать, но это ничего не изменит. Смысл-то один и тот же. Все будет хорошо. У большинства все плохо, потому что смотрят много телевизора, и самовнушение очень влияет сильно на нервную систему. А кто забил на определенные вещи, у того всегда все хорошо и ничего не изменилось. Я тут. Да-да, я сейчас включу. Я так раз камеру поменял. Сейчас сядет на место и так. Хоба! Здесь он. Все будет нормально. А когда будет? А когда будет, не скажу. Вот так неинтересно. Оставь это сюрпризом. Так интереснее много. А будет ли это? Будет, будет. Не надо Когда печалиться, есть вся жизнь впереди. чуточка интрига, тогда все будет. Надейся и жди, знаешь, как в песне говорит, не надо печалиться. Все будет. Жизнь впереди. Всё будет. Надейся и жди. Да, надейся и жди, что что-нибудь получится. Такс. Ничего себе. Прикольно. Прикол такой. Так, вот здесь кое-что сделаем. Пик. Ну, если это будет, то возможно будет. Будет. А если будет ли это? Так. Все будет хорошо. Надо в это верить. Ё-моё, ну что такое? Что происходит опять? Что нажал чего-то не туда? Что здесь такое? Сегодня у тебя, я думаю, если тебя, в принципе, на работе позовут, сегодня время будет, да? Может быть, сегодня попробуем кооп, как недельку назад. Да, можно. Да, я не знаю, говорю, сейчас мы пойдем прогуляемся с семьей еще, потом попробуем. Может быть, что-то реально получится, и было бы неплохо. Время, которое могли меня вызвать, уже прошло. А, все, теперь ты можешь Да. дома сидеть, никуда не бегать. Да. До 17:00 как бы могли вызывать. Да, А время уже 18:28. да. Че там? Я уже Ты тут кому я донатить уже- собрался? Мне донать. Я И тут ещё сижу чё? уже медовуху допиваю вчерашнюю. Медовуха сильно это она мощная, не? Не, это не мощная. Больше я такую брать не буду. Взял попробовать, она мне не вкатила.
Окей. Взял попробовал. О, Где о? так, что это? Дуэс Морта. Да. Медвежата бегают, да? Где медвежата бегают? Спасибо за мотивацию. Кто-то где-то задонатил. Хватит на дуриков деньги разбазаривать. Без негатива, шутка. Это мои деньги, это не твои. На дуриков деньги. Кадрист. Кадрист. Шутник, однако. Привет, Деус Морти. Морте. Они принадлежат мне. Тебе принадлежат... Что тебе? Тебе принадлежат... Так, где тут? Не знаю. Беседка твоя, где кепка лежит. Во. Чего ты там делаешь? Что происходит? Что такое? Да я у себя в канале. С другими вот там пишешь. Деусу Морте ответил. Димон, привет! Потому Здорово. что я ж в твоем канале сижу, не вижу, что у меня это... Ты в моем, а я Что там происходит. Ты в моем, а я в твоем сижу, наоборот. Как твои успехи? Димон, как успехи? Кто задонатил-то? Не знаю, надо посмотреть. Ё-моё. Так. Чеканок, здорово. Здорово. У нас тут такой воскресный разговорный получился. Чуть-чуть посидим, пообщаемся. Кстати, вообще музыку слышно? Нет фоном? Чуть-чуть у меня там мелкая музыка такая играет. Ну, у Слышь? меня тоже играет. А, у тебя тоже включено? Драйвер Ютубе. Спасибо, драйвер. Олег, большое спасибо. Ну, знаешь, пригодится. Еще чуть добавят, он как раз он. Вебку же надо менять, ё-моё. Сойдет, как сами-то. Да, мы потихоньку. Видишь, кому донатишь, они тебе даже спасибо не скажут. Да, Илюха, ты это заметил. Большое, да? огромное сибирское здоровье. Кто задонатил, хорошего, приятного дня, вечера, настроения, золотой погоды. Медведь, ты как представитель уже песочного возраста застал появление интернета в сознательном возрасте. Еще с технологией ВАП и CDMA. Помнишь эти времена? Как ты встретил интернет? Помнишь времена, как ты встретил интернет? Да. Он говорит, ничего себе, там девчонки без одежды показывают. Пойду посмотрю. Помнишь такое? Да, помню. Смотри, засмеялся. Поймался. Да. Так, нормально. А я... Как и телевидение. Димон, все тип-топ. Отлично движемся в П и в П вперед. Вот из золотого дождя. Да, девчонки, золотой дождь, все вот эти вот приколюхи, люхи и илюхи. Я помню то, что лет 18-16. Но что поделаешь, что, блин... Технологии не шли, потом как шагнули резко вперед. Кто-то успел, Да. кто-то споткнулся, кто-то вот отстал совсем. Фига, 5000 получилось. Слушай, давай я буду твоим спецгостем каждые выходные. Еще чего? Тебе он пенсия есть, сиди на спокойно. Хитрый какой, а? Хитер, а? Какой хитрый, а? Блин, неужели опять у нас дождь пойдет? Не дай бог, я хочу на улицу идти с семьей. Нет, это мотивационный такой. Надо, чтобы было. У меня тоже Сходи, проблема. погуляй. Да, мы сейчас пойдем посидим. Сейчас вот после стримчика обязательно возьму. Племянница сказала, что я могу идти забирать пельмешки. Сварила пельмени? Да. Вот, потом пельмешки, горчичка, там вот это вот все там, пивасик наверх, все заполировать, они прям... Все нормально, что, отлично. У меня тоже проблемы с мотивацией. У Чекана проблемы с мотивацией. Задонатьте ему по кепке. Ох. Все у тебя нормально с мотивацией. Мы тебя сейчас смотивируем, слушай. Все будет хорошо. Он сидит, он в голосовом заходите, канал Чеканок Стар Супер, он там сидит, ждет, когда кто-нибудь в голос зайдет и замотивирует человека. Проверить его мотивационный канал.
Да. Не, ну, в принципе, вот, я не знаю, ты видел, нет, последний раз у него контент вышел. Мне очень понравился. Прикольная Да, игра. хороший. Мне очень понравилась вот это вот такой юмор присутствовал в этой вот игре. Вот, я не знаю, прям, кстати, прикольная штука. Это, кстати, клевая реклама. Ну а что, я тебе ее сделаю от души за бесплатно, прям, да? Прям от души. Вот смотри, реально вот канал, сиди там, я же вижу все, да? Вот так вот мы сейчас сделаем вот этот вот ссылочку, так вот раз, ссылочку вот сюда, правильно. Не подпишитесь, а задонатьте. Да, задонатьте ему по кепке, чтобы козырек, чтобы, да, там, сильно по козырьку только не бейте. Может даже лайки. Да лайки они вообще кому нужны? Вот кто за лайками гонится, в погоне за лайками? Вот, что вам это дало? Объясните, пожалуйста. Вот, Миша, вот тебе вот нужны Не лайки? знаю. Тебе нужны лайки, Я- Миша? Честно, не знаю. Как бы и есть они, как бы их нету. В основном общение. Лучше всего общение. Вот именно что. Что эти лайки тебе? Ничего. А пообщался такой, узнал, как у кого дела, сам рассказал настроение. Ты что там копаешь? Есть, кстати, действенный способ поднять бабла. Надо каждый день вставать в 6 утра, делать зарядку и идти на работу. Я каждый день встаю 4:30 утра, не делаю зарядку, еду на работу, поднимаем бабла. Работает Димон. А вот донатик в 500 с радостью приму. Ах ты какой хитер. Ты что там? Вот дает, а? Делайте репост. Делайте репост стримчику, и будет вам добро, ё-моё. Лайки привели меня к тебе, драйвер. Согласен. Не только лайки привели к тебе, а ты вот просто вовремя в какой-то группе написал, там, типа, YouTube продвижение, типа, там, продвигатель ютубовский. Тогда еще даже не знал никто, как Чеканок Да. выглядит. Когда я первый раз с ним начал общаться, он играл в игрушку БХ. БХ, копейки нет, не БХ. Лайк такая штука. Лучше пишите комментарии, предложения 2-3. На комментарии отвечаем комментариям и просматривайте контент от корки до корки по возможности, если есть. Если даже времени нет, включили, пускай он там крутится. Вот это вот самое важное, мне кажется, потому что, конечно же, лайки и там дизлайки — это реакция определенная на тот или иной контент, чтобы сети YouTube понимали, рекомендовать дальше твое это или нет балалайку. Но реакция самая хорошая в комментариях, в полноценных предложениях, комментариях под стримом. Так же самое у нас сейчас неплохая была такой small talk, такой маленький разговорчик в чате. Just, Чеканок, Сталкер, Димон, еще Team Candy Games вначале поддержал, задавал вопросы, молодцы. Snake Games, Dark Fox. Все, кто сегодня участвовал, всем огромнейшая благодарность. Это круто. Общение с вами, вот это вот тоже реакция. Вот в чате вот это есть текучка общения, это есть вот реакция на то-то или определенное. Лайки хорошие, собаки. Да, но лучше овчарки, да? Из собачек мне нравится Сен-Бернар. Кстати, да, ты у тебя... Акина Ину Ничего себе, я даже не... и Что-то Хатико. Что-то по-японски это было. Раз уже зашли Ну, за эту тему... Акина Ина это, по-моему, и есть собака из фильма Хатико. А если, вот, допустим, ну ладно, раз уже, говорю, зашли за эту тему, у тебя есть домашние животные, присутствуют, или все-таки ты Кошка. сам по себе самурай? Кошка. А в детстве у собаки были. М-м. Все-таки какой-то домашний питомец. Приходишь домой, вот тебе, пожалуйста, да, все-таки Да. есть Дверь, такое дверь приятное. открываешь на меня сразу. Мур. Да, где колбаса? И Ты мяу. купил колбасы, М. говорят. Ты бутерброд, и, говорит, колбасой вниз, говорит, не бери, так вкуснее получится, да, вот этот вот у тебя. Да. Чеканок хочет 3 рубля за символ в комментарии. У вас там это самое... Карандаш вам подарить вот такой на Рождество, чтобы закатывать. Ну, вот это. Сам понимаешь. Прикольно. Ой, в душу моюсь. Ничего себе, у тебя что, водонепроницаемый ноутбук, я не могу писать... А можно считать тараканов за домашних животных. А мухи? Мухи нет, тараканы, думаю, да.
тараканы, они, в принципе, у тебя в 4 стенах остаются, а вот мухи, они такие заразы, знаешь, они вот прилетают и улетают, как вот те люди, которые заходят на стрим, поздороваются и уходят. Это мухи. Они залетели на стрим. Привет, Лайкос занес Лайкосище и вышел со стрима. Это, наверное, мухи, скорее всего. У него домашний питомец медведь с пивом. Не, у него медвежонок, а он Миша. Медвежонок он поменьше, как бы, а он Миша такой взрослый, в рассвете сил. Домашний питомец. То у нас тут собаки, тут некоторые ходят, но с собаками надо на прогулку выходить, там вот это все-таки, я не знаю, там вот прививки надо будет какие-нибудь ставить, и там хрен знает, там, когда в деревне жили, там собака там у тебя, у нее будка своя, двухкомнатная, да, свет горит, а здесь как бы, ну, собака в кровати, но не обязательно. Кошка-то вообще просто, да, все. Да, Кошки, это где получается- удобно, она подошла, легла и спит, да? Да, Я иногда им чуть-чуть завидую. На работу ходить не надо, пожрал и спи. Вообще удобно. Слушай, ну прикольно. Есть свои плюсы. А если хорошо дома кормишь, то она еще живет много лет с тобой. да, у меня первый кот 17 лет прожил. Ого. На дачу ездил, котов там гонял. На зиму домой возвращался. Ну, в город привозили. 17 лет. Да. Это Вот. реально много. В 15 году я уезжал первый раз в Ростов-на-Дону. И, получается, за день до отъезда кот ушел из жизни. Мне уезжать на поезд, и Мгм. кот умер. Я попросил у брата его захоронить. Но он болел или прям так ни с того ни Нет, с сего? От Всё. старости. А просто что этот... Уже все. Да. Это много реально. У нас сейчас тоже вот 16 или 17 лет есть коту, да, но пока еще ходит, ну сколько осталось ему еще не знаем. Фига, умный кот и богатый с дачей. Да, дача это хорошо, но на дачу нужно время, да? Тут как бы такая штука. Да, ну тогда у меня было больше времени на дачу. У Мгм. меня в бригаде 8 человек было. Да. Это сейчас трое. Никуда не разбежишься толком. А что за машина была у кота? Какая машина, вы чё? Алло, доброе утро. Или он на собаках? Не, у него кот ездил в санках, собаки хаски вот эти были, упряжки там, да, как вот этих. На кино. Сан-Бернаре. На Сен-Бернаре, да. Серебрянашка. На собаках, да. Представляете, кот такой сел в санки, такой, давай, поехали, орлы. Полетели, да. Ну, наверное, тоже я все-таки домашний животный, какая-то такая ответственность, да, ты не можешь как-то далеко отлучиться от дома, от квартиры, надо постоянно, ну, кормить, ухаживать, смотреть, то есть не можешь там на 2 недели куда-нибудь в отпуск уехать, чтобы домашние питомцы были без тебя, да. Ну, как бы, ну, нехорошо получится. А как часто кот ездил на дачу? Ну, он все лето там был, на даче, там. Ну, Огород надо полоть, поливать, там, да, а осенью забирал Миша его домой, в квартиру. да. Что там в квартире балкон есть, там, Получается- ноутбук. В мае, в середине мая мы его привозили. И в середине сентября мы его забирали. С мая по сентябрь, смотри, сезонный кот получается такой, видишь? Целый Ну, се- мало того, что с котами там дрался, он еще и с собаками там соседскими дрался. Да слушай, такой кот-хулиган тогда получается. Так он у меня это... В бои без как правил, может, называется? ММА он вступал там на даче. ММА, такой, знаешь, такой бои без правил. Ватнее одеяло прокусывает. Прокусывал. А как же он полол? У него же лапки. Это что такое, я не понял. Не надо, вы... алло, здравствуйте. Вот кот, смотри, кот. Вы на вебке у меня, ё-моё, кот. Кто это был? Не надо. Тормозите, пацаны. Стоять. Никто не привозил. Я не успею увидеть, нет? Джастич. Ну зачем, ё-моё. Никто... Спасибо большое. Никто его не привозил. Он скорее вас привозил. Дача-то его. В том-то и дело. Кот на дачу приехал с Мишей, говорит,
Ладно, можешь сегодня поработать, а завтра, чтобы свалил назад в город, да? Да, От типа души. такого. У меня он код начал показывать. Вот, кстати, вот, наверное, похоже на твоего кота, я думаю. Когда донат приходит, там код такой, да? 150 рубасов, ё-моё. Да. Коту на дачу. Дача-то его. Не без этого. Кстати, вот донатер топ. Донатер вообще вот такой. Но, ребята, вы не забывайте, то, что деньги мне, кто донаты приходит, я, сами видите, отправляю. А где ролик? Какой Just ролик? Какой именно ролик? Который кота на даче, который там командирует, команду раздает. Пиво пьет. У него, похоже, сцены нет. Насчет доната я не знаю, как его настраивать. А, он тебе тоже прислал что-то? Посмотри. Нет. Музыкального оповещения, которое вот из мультика Мишки Гамми, Нету больше? нету больше. Только ты присылал. Было Мишки Гамми, и все, Миша Гамми Не, так больше нет. на ютубе ничего не показывал в окошке. То есть не видно было, что этот донат пришел. Я не видел, по крайней мере. А вот это я настраивать не умею. Как так? Надо Ну, настроить. если мне никто не донатит, поэтому я не умею настраивать. Надо настроить. Там ссылка в донате на видео. Блин. Подожди. Сейчас я проверю. Сейчас, подожди секундочку. Я открою этот. У меня закрыто Donation Alerts. Сейчас посмотрим. Последние ссылки. Just Go Game. У меня тут не стоит ссылка. Информация. Нет, у меня стоит вот время, число туда, но... Donation Alerts. Нет, ничего нет. Интересно. Just просто ссылку сбрось в чат. Вот ссылка есть. Мы ее откроем. Конечно, надо теперь еще у нас тут реклама пройдет. Отправиться ждет меня старинный друг. Мишка, точно. Мишка, плюшевый Мишка. Лайкос. Он Мишка, плюшевый Мишка. Всем он знаком. Кто угостит, не кто. Мишка, Кто глупенький угостит? Мишка. Лакомка Винни-Пух, сетки на земле. Светки на землю. Бух. Я тебе ссылку тоже сюда поставлю. В твой чат. Можешь включить. Хорошо. Светкин, ролик топ, я видел, класс, отлично. Нет, я в Donation Alert, ссылка у меня никакая не отсвечивается, я не могу включить. Не знаю, как это работает, прикольно. Светки на землю, бух. Конечно, там, ё-моё. Такс. Как беленькую сложила, да. Блин, у меня скоро будет самого видос на канале, я в шоке. Че, серьезно, что ли? Обалдеть. Глупенький. Отстань, противный. Такс. Нет, у меня... Я надеюсь, вы помните, да? То если мне донаты приходят, я собираю, но все-таки время от времени мы их дальше. То есть помогаем другим. Такие вот дела. Это только он Илюха соболезнует, а я помогаю другим. Так что... Just уже пришло, это уже полетело до Миши. Можно сказать так. Да. Ты уже потихоньку начинай присматривать новую вебку. И не надо тебе покупать вебку за 10 тысяч, как некоторые там ставят полоску доната себе на стриме 10 тысяч вебку. Это полная чушь. Вебка из-за 1500, за 2000 нормально работает. Проверено, доказано, показано. Никого не помню. Никого, ничего. Никому, никогда. Ни зачем, почему. Да. Как-то вот так сегодня посидели, пообщались. Что я хотел бы сказать на этой ноте.
Наконец-то получилось. Собрались так тоже спонтанно, в принципе, быстренько. Надеюсь, если ничего не изменится сильно, то вечером продолжим. Вечером будет какой-нибудь кооп. Ну, как какой-нибудь. Вот, Need for Speed, думаю. Еще у нас еще есть один третий человек с Италии. Он к нам присоединится. Благодарю Будем всех. соображать на троих. Будем соображать на троих. По-другому это не назвать. Благодарю, что создал... Как сказать, не создал, согласился добровольно принять участие, поговорили чуть-чуть, пообщались. А что за кооп-то? Need for Speed Hit. Need for Speed Hit. У нас недельку назад было, мы пробовали, соединились, все там наконец-то все получилось. Думаю, если все будет хорошо, еще раз сделаем. Еще раз зайдите, вот ссылочку вам, у него до сих пор еще прямая трансляция идет. Миша, поддержите его, благодарю, что получилось, пообщались, есть стримчик, будет специальный гость, конечно, да, вот все в формате подкаста такой осталось. Заходите, смотрите, слушайте, пишите комментарии. Отлично, спасибо за стрим и про донат за репост не забывай. Донат за репост. Спасибо, что заходили. Да. Спасибо, что писали вопросы. В том-то все и дело. Это получился такой интерактивчик, как нужно было до вечера. Да, всем огромнейшая благодарность. Пока Just, Чеканок, Снег, Dark Fox, Team Candy Games, Медведь с пивом, Медведь без пива. Всем огромнейшее спасибо, у нас получилось. У нас или же через 3 дня, или же через неделю будет еще один специальный гость. Обязательно будет. Уже я вам заранее намек даю. Я сейчас не буду говорить, кто это именно. За день до того, как мы здесь запустим этот стрим-подкаст, специальный гость следующий, будет картинка, намек в сообществе у меня. Это я вам точно говорю. То есть я уже кое-что придумал. Будет. Пока точного дня нет. Из-за этого тишина. Но осталась Натали. Just Натали надо поймать наручниками к батарее. Она убегает постоянно. Она убегает от ответственности. И еще Олег Драйвер в гостях у... Да, Олег в гостях у Драйвера. Вот так надо будет как-нибудь сделать. Придумайте вопросы. Закидайте мне вопросами. Буду сидеть сам отвечать на свои вопросы. Или же наоборот. Включит Just стрим. И я у него буду отвечать на вопросы. Или у Чекана. Посмотрим, как хотите. Как-то вот так. Ля как байтит на просмотр сообщества. Нет, я не байтер. Просто в сообществе будет намек. Слегка такой намек. Будет картинка стоять, намек на будущего гостя в специальном. Ну, специального гостя будущего. То есть где-то сутки примерно до стримчика. Чеканок, я тебе сейчас по шапке дам, по кепке. Короче, иди в беседку, ищи кепку. Всем вам огромнейшее спасибо. Миша, благодарю за стримчик. Очень было приятно, очень рад. Так что всем огромнейшее за это спасибо. Всем, кто принимал участие, за ваши вопросы, за вот это вот все. До скорых встреч. На этом закончим. Чекан во всем виноват. Да, Чекан, ну, есть такое, да. Так что, ребята, всем, кто забегал за участие, был рад, очень было приятно. Миша, не буду, наверное, прощаться, скажу просто до вечера. Вечером, Хорошо. вечером, думаю, продолжим. Это будет интересно, это будет быстро. Гонки, драйв. Всем пока-пока. До скорых встреч. Так, как мне вот это вот все сейчас тут сделать? Вот так вот. Так что всем, говорю, продолжение следует. Еще будет гость. Все, кто проголосовал за то, что будет специальный гость, пишите здесь в комментарии, я хочу участвовать. Пишите в Дискорде, мы с вами свяжемся и продолжим. Young Jack, all black, MZ, still screaming out that chain gang.
been thinking about you, and I've been thinking about our love and how much I miss you. I miss being around you, hearing your laugh and holding your hand. I think of you every day. I hope and I wish that you're doing okay.